Константин Ермолаев, Республика Бурятия. Сидит Григорий Даширабданов, Хабаровский край. Схватку выиграл Константин Ермолаев, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы Борис Баршуев, Дарин Болотов. Приготовиться Равилю Бахтиярову и Ивану Максимову. На ковре победу одержал Байсхаланов Доржо, Иркутская область, Хамид Хаша. Приглашается Авелов Александр, Республика Саха-Якутия, обоих Дрожжи, Хамид Хаша. Приготовиться Умкуев Бата, Республика Бурятия, Дугуржапов Жаркал, Иркутская область. Красный кругом борется представитель команды Республики Бурятия Борис Баршуев. Спортсмену 18 лет. Тренируется под руководством Бату Базарыча Батмаева. Ой, поправка. Бату Баршуев. Да. Борец красных трикол, спортсмену 20 лет, представляет команду Республики Бурятия, тренируется под руководством Батма Базарова и Баира Ильина, является кандидатом в мастера спорта. И схватку выиграл Борис Баршуев. На ковер приглашается Равиль Бахтияр, Иван Максимов. Приготовится Алдару Шажинимаеву, Арсалану Гансаранову. Круто. На ковер Б повторно приглашаются Равиль Бахтияр, Иван Максимов. Приготовиться Алдару Шажинимаеву, Арсалану Гансаранову. Ковер Б. Уважаемые любители борьбы, большая просьба владельца автомобиля Алёка Алён, госномер Т-709Н, просьба убрать состояние, а также владельца автомобиля Toyota, госномер Т-679МН-03 региона. Мы вас просим убрать свои автомобили в состояние. Gracias.
На ковре в красном трико борется борец в своей категории 61 килограмм Равиль Бахтияр, представитель команды села Агахангил, Забайкальский край. Тренируется под руководством тренера Анатолия Шурмурова и Бадра Матмаева, является кандидатом в мастера спорта, спортсменом 25 лет. Его соперник в трико Иван Максимов, представитель команды Республики Бурятия, спортсмену 20 лет, тренируется под руководством тренера Баира Падманкуева, является кандидатом в мастера спорта. На ковер Б приглашается Алдар Шажинимаев, Арсалан Данцаранов. Приготовиться борцам Жаргалу Дамдинову и Дава Целударшину. Представляет команду Республики Бурятия. Является кандидатом в мастера спорта, чемпион международного турнира Бориса Будаева. Его соперник в синем трико Арсалан Данцаранов, также представитель команды Республики Бурятия и Агахангил. Магуйдинский район тренируется под руководством тренера Баира Падманкуева. Авилов Александр, Республика Саха. Приглашается Мункуев Батов, Республика Бурятия, Доброжапов Жаргал, Иркутская область, Токчин. Приготовится Найданов Тимур, Забайкальский край, Токчин, Ренчинова Алдар, Республика Бурятия.
karanlık. Zoru. Ben oldum. Şey. Ne böyle gitse kemirciye kayıp yani. O sana kaç yıl oldu? Ne doktor gibi yumuşadan baktığını ama yumuşadan yaşa. Ben yok şu var golfe yapıyorum. Звук более птичек. Буду дольше затожму. Теперь мальчик. Ага. Сейчас, прекрасно. Ага. На ковре Б схватку выиграл Арсалан Дансаранов, на ковер Б приглашаются Жаргал Дамдинов, Гулай, Даватери Даржиев, Цагануль. На ковре победу одержал Жаргал Добржапов, Иркутская область, Токчи. Ковер называется Найдаров Тимур, Забайкальский край, Токчи, Ренчина Волна, Республика. Приготовиться. Табхаров Андрей, Иркутская область. Монгуш Ежик, Республика Тыва.
Уважаемые любители спорта, обратите внимание на ковер «Б». Одна из самых центральных встреч весовой категории до 61 килограмма. Встречаются борец красного далеко мастер спорта России международного класса Шахтар Гинов, его соперник. Заслуженный мастер спорта, чемпион мира слабослышащим спортсменом Табар Цимберджиев. Шагамов Гулей, принципиальная встреча.
На ковер приглашается Саян Батой, Эмитхашин, Алдар Байжанимаев, Республика Бурятия. Приготовиться Эрденбелек Дауло, Монголия, Жабхалаву Цимпилову, Эмитхашин. Кандидат мастера спорта Саян Батоев. Его соперник – представитель команды Республики Бурятия Алдар Байжанимаев. Спортсмены 29 лет тренируются под руководством Арсалана Болотова и Баяра Теренова. Является многократным чемпионом Республики Бурятия финальным стольком федерального округа, многократным призером многих международных турниров, чемпион юношеских Олимпийских игр 2010. Победу одержал Ринчина Валдар, Республика Бурятия. Приглашается Тамхаров Андрей, Иркутская область, Монгуш Кежик, Республика Тыва. Приготовиться Сандундашиева Сергей, Забайкальский край, Сандашникел, Матускин Вячеслава, Иркутская область. Также Алдар является чемпионом, призером чемпионата России 2021 года, мастер спорта международного класса Алдар Байжанимаев. Красным трико Андрей Тамхаров, Иркутская область, ему 22 года, кандидат мастера спорта России, призер первенства Сибирского федерального округа, тренеры Баракшанов, Балдахинов, Ергинов. Синим трико Кежик Монгуш, Республика Тыва, ему 23 года, тренер Сандар, является мастером спорта России, бронзовым призером первенства России среди юниоров, чемпионом Сибирского федерального округа 2019 года, 2022 года, бронзовый призер международного турнира Гран-при Дмитрий Коркин, Кежик Монгуш, Тыва. На ковре Б техническую победу держал Алдар Байжанимаев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются борцы Дауло Эрденбелек, Монголия, Жабхалан Цимпилов, Амитхашин. Приготовиться Зандану Дашиндакову, Жаргалу Цыренову.
был. Первая зона. Там на канале еще пишет. Гуру. Есть там коллег. 요즘 가족들이 가요. На ковре схватку выиграл Эрдюль, Монголия. На ковре приглашается Зандар Дашидандаков, Забайкальский край, Жаргал Циренов, Дагой. На ковре боевой борцы весовой категории 61 килограмма. Красный прикуборится Жаргал Зандар Дашидандаков, представитель команды села Амитхаша.
тренируется под руководством тренера Жахалана Цепилова. Является чемпионом Забайкальского края. Его соперник в синем трико Жаргал Цыренов, представитель команды «Сила Даху», свою 17 лет. Его тренирует Дуганхан Жаргал. Спортсмен является кандидатом в мастера спорта, призер турнира на всероссийских соревнованиях на девичьей плавании. Республика Бурятия, Иркутская область, телеграм-каналы Брест ЗБК собирал спортивную борьбу Забайкальского края персонался Сочи Теперь приглашается Сатанашеев Сергей, Забайкальский край Сахаргил, Матузский Вячеслав, Иркутская область. Приготовиться Нарамбат, Айнгалода Экипол, Монголия. Формин Бардашты Бардашты Жарым Тауда Бардашты
Сергей Сатурдашев, Снедохангел. На ковер вызывается Нарбатор Тимурдун, Экспорт, Монголия. Приготовиться Раднаева Батора, Харшибек, Горжеева Александра, Харшибек. На ковре схватку выиграл Жаргал Цередов рядовой. На ковер приглашается Бердель Барашон, Республика Бурятия, Степан Манджиханов, Иркутская область. Приготовиться борца Седен Кешин, Республика Тыва, Максим Шарбоев, Иркутская область. Сэмбана, Саян. Аргулев. На ковре в красном трико борется представитель команды Саганополь Эрдем Барашон, спортсмен 20 лет, тренируется под руководством тренера Бадра Бадмаева и Алдара Баджимаева, является кандидатом в мастера спорта, двухкратный призер турнира Мазаре Винчино, неоднократный чемпион и призер Республики Бурятия. Его соперник представитель команды Иркутской области. Ведро держал на ковре. Смотрит синим трико Экспорт. Он приглашается Раднаев Батор, Горжеев Александр, Харшибек. Приготовится 57 килограммов. Борцам Багдаева Дандар, Царевьева Булат, Забайкальский край. весовой категории до 61 килограмма Сенен Кежин, Республика Тыва, Максим Шарбоев, Иркутская область. Приготовиться борцам Алексею Данилову, Баиру Дашидашиеву.
областные деятели Сенат Шевин, Мата Кайнаев, Александр Жижиев. Оба являются призерами нашего турнира. Победители различного разных лет. На ковре разнообразных борется представитель команды Республики Тыва СД Кежик. Спортсмен 22 года, является кандидатом в мастера спорта. Является победителем школы высшего спортивного мастерства 2021 года. Чемпион Сибирского федерального округа. Бронзовый призер первенства России среди юношей. И чемпион чемпионата среди студентов. Его соперник, представитель команды Иркутской области Максим Шаргоев, спортсмен 18 лет, тренируется под руководством тренера Руслана Харакшова и Амагиргина, кандидат в мастера спорта. На ковре высмотрел СД Кежик, Республика Бурятия. Тыва. Техническую победу одержал Александр Аршибин. Приглашается из категории 57 кг. Молодая Дандар Забайкальский край, Терена Булат Забайкальский край. Приготовится Монгол Далапланте, Монголия, Ямадаева, Амгалан, Забайкальский край, Зугалай. На ковер приглашаются борцы. Алексей На ковер ранга. Военный Шидаржиев. Строакем андал вайхалтын хару. Дэрголе орун болконго. Забайкальский край. Алигер болконго.
области Алексей Данилов, спортсмен 25 лет, тренируется под руководством тренера Альберта Шадурова. Является победителем, чемпионом Сибирского федерального округа, многократный чемпион чемпионата Иркутской области, мастер спорта России Алексей Данилов. Его соперник в синем трико воспитанник школы борьбы Цыганов, спортсмен 30 лет. Его первым тренером является Садбоев. Неужели плохо слышно? Может быть. Красное трико. Дандар Багдай представляет команду села Цаганой. Ему 17 лет. Тренируется под руководством Шмана Цадымжаховича, Садбоева Валерия Юрьевича, Хамсараева Сагида Жажова Цыгановича. Кандидат в мастера спорта. Синим трико. Аллатан Цыганович представляет команду села Алча. Ему 17 лет. Тренируется под руководством Дараева Павла Сергеевича, первый спортивный президент. Победу одержал Багдаев Дандар, Цаганой. Свечки даю, а? Красное трико. Галабанди. Монголия. В синем трико. Ямагая Ангалар. Зугалай. Приготовиться. Андрей. Зугалай. Ашеев Любомиру. Саха.
Схватку выиграл Алексей Данилов, Иркутская область. На ковер приглашаются борцы Константин Хангалов, Иван Залсанов. Приготовиться борцам Ваюру Шамуртоеву и Павлу Боеву. На ковре в чисто техническую победу одержал Константин Хангалов, Иркутская область. На ковер приглашаются борцы боевых. Победу одержал Мунх РДН Давабадия, Монголия. Бато Ламбоев, Забайкальский. На ковер А приглашается Агуров Андрей, Забайкальский край. Аши Любомир, Республика Саха. Приготовиться Сватоплашиеву Саев, Забайкальский край. Сарыгла Голов, Забайкальский край. Нормально. Там комментарии. Исполнение. Он был роль. Нормально.
Владислав. Ашли Любомир, Республика Саха. На ковер приглашается Садноводошний союз Забайкальский край, Сараглав Балов, Забайкальский край. Приготовиться Дандакову союз, Забайкальский край, Шардуров Борис, Республика Бурятия. Чисто техническую победу одержал Баир Шукуртуев, Будала. На ковер приглашаются борцы Альберт Рабданов, Цирен Найданов. Приготовиться борцам Андуху Базарову и Дилустан Федотову. На ковре А в красном трико
Борцу 25 лет. Тренируется под руководством тренера Арсалана Юнузовича Межитова, чемпион и призер многих соревнований Забайкальского края, Ордынского Бурятского округа. Борцу в синем трико 17 лет. Тренируется под руководством Батугунбаевича Базарова. Первый спортивный разряд. Внимательно. Голову контролируй. Статически смотри, статически. Толкать будет, можно сделать. Разворачивайся, 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 еще разворачивайся. Тридцать секунд, внимательно, голову контролируй, разворачивайся. 25 секунд. На ковре боец борцы весовой категории до 61 килограмма. В красном кругу борется представитель команды сила Альберт Рахданов. Тренируется под руководством Джанбаса Асанова. Является кандидатом в мастера спорта. Его соперник в представитель команды сила Ахаташаши Цирил Майданов с 18 лет является чемпионом и призером первенства. Победу одержал Салихин Ашиев Саев. Забайкальский край, Золотохагин. На ковер приглашается Дадафов Саев, Забайкальский край, Амир Хаша и Шабдуров Баилов, Республика Бурятия. Wi-Fi мы провели. На ковер А приготовится борца весовой категории до 129 килограммов. Булат Дарижапов. Поправка. Чуть вниз. Бальжимаев и Жанка Бабуев.
1-1. Сарагара. Состав ветеранов. Ветераны Гаида. Телеграм-канал На ковре А, борец в красном трико. Ему 23 года, тренируется под руководством тренера Цимпилова Жарковича, Бояскалатова Владимира Мучевича, кандидат в мастерство спорта. Борис тренируется под руководством тренера Немаева Ивана Эрденбаевича, кандидат в мастера спорта. Ковер Б, включите, пожалуйста. На ковре схватку выиграл Альберт Равданов на бой. На ковер приглашаются борцы Эрмитова Забайкальский край, Цалапахангил, Делостан Федотов, Республика Саха-Якутия. Приготовятся борца весовой категории до 70 килограммов. На ковер Б. На ковре А победу одержал Вадим Шабдуров, Республика Бурятия. Весовые категории до 125 килограммов приглашается на ковер А Балжимаев Чингис, Республика Бурятия, Бабуев Жакал, Забайкальский край. В красном трико борется представитель команды села Цапкагамгил Элбектов Базаров, спортсмену 17 лет. Кандидат в мастера спорта, является тренером тренера стандартного 106 граммов по позвонку юношей. Победитель всероссийского турнира Павла Пенинина, Якутск, 22 год. Его тренером является Арсалан Ешитов.
Его соперник в синем трико, представитель команды из Республики Саха-Якутия, Дилустан Федотов, спортсмен 24 года, мастер спорта России, тренируется под руководством тренера Кирилла Захарова. На ковре схватку выиграл Дилустан Федотов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Дмитрий Куприянов, Республика Бурятия, РД Степанов, Республика Бурятия. Приготовиться к первому бою. Церма Чижоря. На ковре борец в красном трико, Балжимаев Чингис, ему 18 лет. Тренером является Базаров Бадман Батович, кандидат в мастера спорта. Борец в синем трико, Бабуев Жанган, ему 34 года. Тренируется под руководством тренера Дашиева Неможа Шердажевича, кандидат в мастера спорта. На ковре боец борцы весовой категории до 70 килограммов. В красном трико борется представитель команды ЛВ Дмитрий Куприянов, спортсмен 18 лет, тренируется под руководством Эдуарда Цудыбова. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия РД Степанов, мастер спорта России. Приготовиться борцам весовой категории 79 килограммов. Готову Дмитрию, Забайкальский край, Гамбоеву и Тигин, Забайкальский край. 10-0. Чисто техническую победу одержал Балжимаев Чингис, Республика Бурятия. В весовой категории до 79 килограммов приглашается Готовов Дмитрий, Забайкальский край, Гамбоев и Тигин, Забайкальский край.
Приготовиться к борцам Дамбаев Батон, Республика Бурятия, Асадов Даурнур, Красноярский край. Рамазанова 86 килограмм весит. А поправка весовой категории до 125 килограммов. Приглашается Алиев Магомед, Республика Дагестан, Арентуев Дмитрий, Забайкальский край. Приготовиться Цижикова Балдан, Республика Бурятия, Дамбаева Балдан Нема, Забайкальский край. Балдın nereye yıkayım bak. Республика Бурятия. На ковер приглашается Цюрин Гамбонев, Цакахангел, Чинзурек, Монголия, Сырман Чинзурек. Уважаемые любители боевых искусств,
стоянке указать автомобиль Toyota 377 гос номер. Победу одержал Алик Магомед. Республика Дагестан. Так, на ковер приглашается Цижиков Балдан, Республика Бурятия, Дагбаев Балдан Нима, Забайкальский край. 나오는 거 거의 그냥 Не будет бороться? На ковер конечно, приглашается Балдан Цижиков, Республика Бурятия, Дагбаев Балдан Нима, Забайкальский край. Для выхода на ковер готовится борцам весовой категории до 70 килограммов. Мы нажимаем его, дозируем курдуш. РПХ. Уважаемые руководители команд, просим обеспечить своевременную явку борцов на ковер. время включать, да и все. Весовой категории до 79 килограммов приготовиться Годопову Дмитрию, Забайкальский край, Гангуеву Екатерину, Забайкальский край.
мастер в красном трико, мастер спорта международного класса, борцу 32 года, тренер является Байсалам Александрович, Жугдулов Анатолий Равжанович. Бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата России, многократный чемпион турнира Мазара Речино. На ковер приглашается менеджер Замаев, Саганов, Эльзир Тулюш, Катова. Весовая категория до 70 килограммов. Подготовится Сергею Якимову, Владимиру Машеву. Весовая категория 70 килограммов. Представитель команды 18 годов Замаев. Кандидат в мастера спорта. Тренируется под руководством тренера Батера Батмаева. Является чемпионом Забайкальского края. Его соперник наш из республики Тыва, спортсмен 26 лет, имеет спортивное название мастер спорта России. Эльзир Тулюш. Ван. Алдыны бирде хажы болса. Хайор Арот Харкты. Хайор. Прямой эфир болжу. Алдын. Жужин. Дамбаев. 6-1. Дамбаев. Черкашев.
спортсменского соревнования звания мастер спорта на щите 103 спортивных разрядов спортского спорта и 24 разрядов. Победу одержал Богдан Цыжиков. Агафонин. На ковер приглашается весовой категории 79 килограммов. Готовый Дмитрий Забайкальский край. Гамбоев Этигин Забайкальский край. Приготовиться на борьбу Республика Бурятия. Асадов Красноярский край. Deruşaba. Bunun harışışı. Tamam, alayım. Уже выиграл плюс Республика Тайвань. На конференции приглашается Сергей Егимов, Владимир Чоптых Маша. Врач, ковер врач. Сюда. Харакшат. Ini barılda prямой эфир. Сиди там голос ближе. Ini летенти. Bayır tüke kamerı koyuyorlar. Taşnıyor başarıya alıştı kılıp. Onun teriyim kırıkte oldu. Bu buldu. Вот камерами, но ковер бедеры, камеру. Оринги камеру вы. Вообще он камеру. Камеру.
Секретарь Для выхода на ковер Б готовится Игорь Ходинов. YouTube со описанием Сандаром. Bunu örücü varıcı. Koyucusu soğuk. Ayı hoş gördü. Kırıktayım. Вроде мне в одном и то же чередование. Второй соло выше даже художник ее сада. Он бы гургна. Sevmede. На ковре А в красном трико Готовов Дмитрий, борцу 23 года. Тренером является Батоев Батой Исханович, кандидат мастера спорта. Борец в красном трико Габоев Этигин, борцу 30 лет. Тренером является Намсараев Цирилдыш Жамбол Цирилович, кандидат мастера спорта. Победу одержал Этигин Габоев СПК края Заганом. На ковер приглашается Давалев Батон, Республика Бурятия, Асадов Красноярский край. Приготовиться к возрождению курса Забайкальский край. Жаков, Авиа, Республика Бурятия.
Да, ну хорошо, красиво. На ковре дворец красных трибун представитель команды Республики Бурятия, спортсмен 22 года, мастер спорта Игорь Упхоев. Сидит далеко президент команды 7 года Ганна, кандидат спорта своей президент. Спортсмену за 19 лет. Сетки можно посмотреть на канале, на телеграм-канале. Там все сетки. ЗБК. На экране видно ссылка, или в описании есть ссылка. На ковре боролась футболист с красным триком. Ему 20 лет, кандидат в мастера спорта. Борец с синим триком. Представляет
Победу одержал Элнур Асадов, Красноярский край. На ковер приглашается Саян из Забайкальской край, поселок Армянское, Жаков, Арик, Республика Бурятия. Зугана. Чисто техническую победу одержал Игорь Хоев, Республика Бурятия. На ковер приглашается Василий Соловьев до 64 килограммов. Цыденов, Саид из Каздык, Республика Тыва. Цыденов, Республика Бурятия, Саид из Республика Тыва. Приготовиться Варшаву Дашиву, Ачест, Республика Бурятия, Намзараев, Жиргав, Республика Бурятия, Ортуй. Присылали в Тимурскую 74 красный трикот, представитель команды Республики Бурятия, кандидат спорта, спортсмену 22. Его соперник символизм трикот, массив спорта России 16 класса, победитель первенства молодежи и молодежи, представитель команды Республики Саир Казарык, чемпион мира по хлопанию. На ковре говорится красным трикотом. Саян, кандидат в мастера спорта. Тренером является Санджи Алексей Башакович. Борцу 34 года. Синим трико. Арик Жаков представляет команду спортивного Зугана. Мастер спорта России. Встречу занял преимущество, выиграл Саид Казарык, Республика Тыва. На ковер приглашается Чингис Мусараев, Чаганой Лупсан Решениев, Республика Бурятия. Весовая категория до 74. Представитель команды села Цыганова Республиканского края, спортсмен 20 лет, тренируется под руководством тренера Владимира Соколева, Саидом Сараева, кандидат в мастера спорта Чингис Мусараев. Его соперник, кандидат в мастера спорта, представитель команды Республики Бурятия, Республики Бурятия, руководство тренера
в обсуждении решений. 위아가 지금 올라오고 Решение Республика Бурятия. Продолжается Западный Сугавай, назад Сугавай. Готовится решение Мальцева, Северного Шапова. Победу одержал Арен Кужанов, Республика Бурятия, Зубалая. А также приглашается Дарши Ачев, Республика Бурятия, Наксараева, Жаргав, Республика Бурятия. Приготовиться Вадим, Республика Бурятия, Басмаев Сергей, Забайкальский край, Томчин. Продолжается дальнейшее решение
Борис центральный ключ. На ковре А красным триком Даржи Ачир, борцу 25 лет, представляет команду Бурятии. Тренером является Завьялов Борис Цивилов, мастер спорта России. Борис синим триком Жанна Намсараев, борцу 27 лет, представляет команду Симон Ахтуй. Тренером является Кирилл Балдаев, Баталь Жадович Нажимаев, мастер спорта России. Является победителем первенства сегодня Восточного федерального округа, также чемпион победителем Зеленской республики Бурятия. Его спортсмены представитель кандидат на совет спорта, является победителем Зеленской республики, призер Восточного федерального округа. Победу одержал Ачир Даржи, Республика Бурятия. На каждом приглашается Туман Бадьев, Республика Бурятия, Сергей Ватманов, Забайкальский край, Топчик. Приготовиться поддержаться Денджапову, потому что Забайкальский край хороший. Тома, Бата, Чикатило, Монголия.
Приглашается Богатов Айдамов, Целенов. Уважаемые любители борьбы, дорогие участники, 12 часов состоится торжественное открытие наших соревнований. По окончании встречи будет объявлен перерыв. Батман Златович Базаров, мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель чемпионата Ближневосточного федерального округа, второе место чемпионата Ближневосточного федерального округа, серебряный призер спартакиады России, Грозный, победитель международного турнира на призы Байбасара Сайтиева. Дорогие участники, на ковре до перерыва успеваем провести все слабые весовой категории до 74 килограммов. Подготовиться Азову Зынову, Намжеву, Даржиеву, Дмитрию Будужакову, Алёше Будакову. До перерыва эти встречи будут введены. Уважаемые руководители команд, в 19 часов состоится торжественное открытие. Просьба подготовить участников. От каждой команды по 2 спортсмена по построению личной части нашего спортивного комплекса. На ковре борец в синем трико Сергей Батмаев. Борцу 22 года, представляет команду села Томча. Тренером является Батыр Садыкович Роднаев, кандидат в мастера спорта, чемпион и призер Забайкальского края. На ковре Б представитель команды села Жугалай, мастер спорта Богатов Айдамов. Является призером Дальневосточного федерального округа, тренируется под руководством тренеров Жуликова Джанимаева, Батоева. Его соперник, борец за синий трико, представляет команду Республики Бурятия, спортсмену 24 года, мастер спорта России, Целенов. Тренер Залетов Владимирович Менчиков. Для выхода на ковер Б подготовится Адону Рузынову, Намживу, Цибидаржиеву. Уважаемые руководители команд, просьба начать подготовку к торжественному открытию. Судьи, участники от каждой команды по 2 спортсмена. Мы вас просим
Демчик Томар Бадр, Монголия. На ковре Б-Савичук военный совет Республики Бурятия. Приглашается Алонов Зинов, Шамсиль Таджиев. Подготовиться. Подготовиться Дмитрию Бонушапову, Аюше Бондакову. Так, Сарунку. Включил хора. Кыйır. Лахан. Tutulan. Arnavut. Приготовиться к весовой категории до 92 килограмма. Булат Жалсанов, Забайкальский край, Зубулей, Барас, Базаров, Республика Бурятия, Чулутай. Пойдем со мной туда-сюда. На ковре бойцов красного трикота 28 лет представляет Махмуду Салам Аршаби. Тренером является Музко Саджонович Цыгыков. Победитель базара. Мастер спорта России. Победитель Забайкальского края и Республика Бурятия. Приготовиться к борцам весовой категории до 92 килограммов. Булат Жалсанов, Барас, Базаров.
весовая категория 74 килограмма. На количество приглашается Валерий Жалсанов, концевой красный край, Борис Базаров, Республика Бурятия. Еще раз включи. Боковые встречу выиграл. Намжался Держи на буквально на исходе приглашается Дмитрий Понужапов, Алеша Кондаков. По окончании начала всем спортсменам руководителям команд готовят команды на построение для торжественного открытия. Победу одержал Борис Базаров. Челтай. Перерыв на ковре А. На ковре Б борец Стариков, мастер спорта России Дмитрий Будажапов, Иркутская область. Тренируется под руководством Ивана Базарова, является чемпионом Иркутской области, призером Сибирского федерального округа. Его соперник Аюша Дундаков, представитель команды села Чебутай, кандидат в мастера спорта, тренируется под руководством тренера Мотора Маевича Базарова. По окончании этой встречи на ковре Б перерыв. После торжественного открытия подготовится 20 весовой категории до 86 килограммов Владимиру Сокомакову, Муинкову,
окончании данной встречи состоится торжественное открытие. Уважаемые любители борьбы, дорогие наши зрители, по окончании данной встречи в фойе состоится открытие выставки, посвященной базару Анчинова. Желающих просят найти фойе. Художественная композиция, посвященная открытию выставки. Судей и участников приглашаем на открытие, на построение. Судей и участников соревнований на построение для начала открытия. С каждой команды набираем по 2 участника. Просим обеспечить своевременную явку. Директормунда я намрат болдум. Встречу Дмитрий Богдажанов, Иркутская область. Итак, уважаемые участники, руководители команд, обеспечим явку команд на построение для торжественного открытия. А наших зрителей просят пройти в фойе, посмотреть открытие выставки, посвященной памяти базара Анчинова. По окончании открытия на ковре Б весовая категория до 86 килограммов Владимир Сагалаков, Хакасия, будет Шатапов, Бурятия. Сейчас волхим, да? Что делать? Самое надежное место НДВ. Поехал хотел самое буду. Нельзя оружие на стене. Ты не руку, это сама может да? Также на ковре 65 килограммов после открытия приготовиться. Суэс Кузнецов, Подорож, Монголия, Пастелов, также Иркутская область, Амин Хашин. Рынок что его сюда? Нарнашку двоёк. Вот это. Я барак.
Ayıptı mırında. Ayıptı. Biz o saat bozar. Dядя Ханова. Hazır olacağım. Tamam diye kat oldu bu. Açık olmadı. Açık oldu. Tamam, basıyorum. Представитель Якутска, Хакасии, ты вы, пожалуйста, на построение подойдите, Монголии. Первое место дала машина. Второе место третье место выходы и вообще место тачка. Мастерская критерий был курнуш. Дают тебе или сейчас куда менялись. Шуга уже первую ступень победили, это живот на ну, потому что недавно просто мастера проиграют. Представители Монголии, ты вы, Хакасия, идите. Дороги очень были. Олимпийский чемпион, Антар Пачалмай, ясно. Крупный народный настоящий. Четвертая марка. Где попались. Они могли быть в финале. Дорогая уже Венесуэла и Якутия. Сам Представители Монголии, ты вы, пожалуйста, Базар потекла старшая брата, поехали до шеи, младшая сестра Цепума и братишка Надо. Когда ему было всего 4 года, умер отец. Заботы о детях и хозяйству любви и лечи мамы этим же Ивачиновой. Всякий базар стал приятельцем, что возник
1935 году был назначен ее директором. В 1943 году, в период Свинцового урагана, добровольцем ушел на фронт. В ходе учебки освоил воинскую специальность наводчика противотанкового ружья. Осенью того же года в составе мотострелковой роты 71-й моторизированной бригады принял первое боевое крещение в районе Курска. Во второй половине сентября вышли к Днепру. В числе первых форсировал водную преграду в районе Украинской излучины. В ходе боев за Украинский плацдарм Вазарий Чино, разгадав маневр группы гитлеровцев, бросился на перехват, сразил сразу 4 наповал, а 2 в рукопашной схватке уложил мощным ударом приклада. 29 сентября бои продолжались. Учитель Заги лично уничтожил 7 немецких солдат и вынес в поле боя раненого офицера Родина. В начале ноября за отличие в боях назначен на должность старшины роты противотанковых ружей, награжден медалью за отвагу. В начале декабря немцы отступали на Коростышев, прикрываясь засадами, однако сами угодили в ловушку, устроенную Базаром Речино и Ледовым Федоровым, потеряв в ходе боя убитыми до 15 человек. 26 декабря старшина вновь получил задание в одиночку проник в тыл немцев на дороге Брусилов-Коростышев, сумел хитростью взять в плен группу из 20 военнослужащих вермахта и доставил в штаб бригады. Утром 28 декабря 1943 года подразделения 9-го механизированного корпуса вышли западнее Коростышева. Противник подтянул подкрепление и нанес мощный контрудар. В этом бою, уничтожив 3 немецких танка, Вазарий Чино пал смертью храбрых. Похоронен в селе Винковцы Коростышевского района Житомирской области. Указом Президиума Верховного Совета СССр от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, Вазарий Чино удостоен посмертно звания Героя Советского Союза. Символ храбрости и мужества, отважный сын отчизны, славный сын Аги прожил короткую, но поразительно яркую жизнь. Преемственность поколений – это особая черта характера бурятского народа. От отца к сыну передается сила, ловкость, смелость, упорство, уважение к истории и традициям своего народа. Во все времена борьба в Кубалилтан была неотъемлемой частью народных праздников. В Лагинском округе спортивная борьба получила массовое развитие в середине 50-х годов прошлого столетия. В коллективных хозяйствах, помимо производства, спорт был на особом почете. Самый зрелищный борцовский поединок Лагинского округа, лично командный турнир по водной борьбе на престиж памяти Героя Советского Союза Базара Чино стартовал в 1964 году. Прошел он в Доме культуры поселка Агинское с 21 по 23 февраля и был приурочен ко Дню Советской армии и военно-морского флота. Тогда борцы соперничали на самодельных коврах. Ученик 10 класса Зукалайской средней школы Базарша Бадмаев в финальной схватке банальным классическим броском через бедро припечатал ковров мастера спорта СССР Алексея Агласова из Якутии и стал победителем в весе 54 килограммов. За 60 лет чемпионат Агинского округа по водной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Чино прошел путь от окружного турнира до грандиозного всероссийского борцовского форума. Даже в самые сложные годы перестройки турнир ни разу не прерывался. Это говорит о беззаветной преданности герою-земляку и спортивной борьбе. За 59 лет 16 раз чемпионами стали челтайцы, 12 зуткурейцы, дагойцы и цеханольцы выиграли турнир по 9 раз. 7 раз на высшую ступень пьедестала почета поднималась команда села Зукалай. Команда Агинская ликовала 5 раз, а цехангельцы дважды завоевали спортивные трофеи. За это время в округе выросла целая плеяда титулованных борцов, имена которых прославляют малую родину на мировом уровне. Неоднократными победителями стали Цыдык Иванов, бояр Царин Гармаев, Ишинима Амгалонов, Валерий Бугаров, Мукажакал Цыдыков, Жансол Амажапов, Немажан Дашиев, Ачет Дагдинов, Тумур Цариташиев, Балдар Цыжипов, Базар Базаркуруев, Базар Рацапов, Булат Матоев, Шаркал Дандинов, Баир Базаров, Арсалан Будажапов и другие. Данный турнир стал трамплином в мир большого
бойцам, которые ежедневно кропотливым трудом оттачивали мастерство под чутким руководством опытных тренеров. В год педагога и наставника особых слов благодарности заслуживают опытные тренеры и наставники, воспитавшие 13 мастеров спорта международного класса, порядка 200 мастеров спорта. Каждый спортсмен в тренере видит любимого отца, надежного брата, верного друга. Наставники не только учат ребят азам борьбы, но и передают жизненную мудрость. Это Борис Поджимаев, Виктор Гордыеев, Базаржан Бадмаев, Бато Базаров, Валерий Садбоев, Большиман Санджелетухов, Булат Байсхаланов, Жахалан Цепилов, Арсалан Межитов, Алексей Санжиев, Батыр Цыбиков, Цереджан Дарижапов, Батыр Раднаев и многие другие. В разные годы турнир проводился в селах Сугалай, Сукулей, Цаганала, Дундурга, Цактахангил, Кусоча, поселка Хагинское и Могольбы. Село Сугалай 4 раза принимал турнир в стенах первого современного дома спорта в округе. В 1988 году турнир собрал рекордное число команд. Их было 28 и более 300 борцов. Первый раз помериться силами приехали батыры с Хантейского и Дармат-Аймака в Монголии. Впервые в истории турнира была разыграна спортивно-вещевая лотерея с главным призом мотоциклом в Минск. С 1 по 6 турнир безуколайцы были неизменными фаворитами турнира. На родине героя Базара Ильичева в селе Цаганала турнир проводился 3 раза. В 1979 году у памятника храброго старшины участники турнира почтили его память. По итогам борцовских состязаний награждение чемпионов и призеров провел старший брат героя, участник Великой Отечественной войны Багир Ренчинов. В 1993 году земляки цаганольцы приняли у себя юбилейный 30-й турнир. Гостем и участником спортивного праздника был чемпион мира и Европы, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта СССР Борис Богданович Будаев. По агентскому гостеприимству цаганольской щедростью подарили конское снаряжение. За все годы турнира команда борцов Цаганоля оставила на вечное хранение 2 кубка победителя. В начале 80-х годов могольбинцы встретили гостей и участников в новом здании Дома культуры. В 90-е годы прошлого столетия стали переломными и для турнира. Из-за финансовых трудностей возникли проблемы. Чемпионат 1994 года оказался на грани срыва, но с помощью спонсоров соревнования состоялись. Спустя 4 года вновь сложилась сложная ситуация. Глава администрации Агинского Бурятского автономного округа Баишан Цоев возглавил организационный комитет. Именно с 35-го турнира вся новейшая история борьбы уже связана с его именем. К слову, в годы автономии в каждом селе округа отремонтированы или с нуля построены залы борьбы. Для турнира 1998 года были закуплены современные борцовские ковры, заказаны в Москве новый главный кубок, малые кубки победителям по весовым категориям, памятные медали чемпионам и призерам соревнований. Главным судьей соревнований был приглашен заведующий кафедрой Бурятского госуниверситета Кирилл Владимирович Балдаев. Впервые спонсорами турнира выступили известные люди, как депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон и крупные предприятия. С 1999 года чемпионат Агинского Бурятского автономного округа был включен в календарь всероссийских турниров. Победителям начали присваивать звание «Мастер спорта России». В 2003 году впервые судьи были экипированы в форму Международной Федерации борьбы. С 2005 года, спустя 2 года, турнир стал проходить по новым правилам ФИЛА. Почетными гостями турнира были депутаты Государственной Думы Иосиф Кобзон и Михаил Буцериев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамяшвили, олимпийский чемпион Николай Волошин, государственный тренер по вольной борьбе Федерального агентства по физической культуре и спорту Ерик Агаев, олимпийские чемпионы Сергей Белоглазов и Хаджимурат Магометов, старший тренер сборной России Магомед Гусейнов, старший тренер молодежной сборной России Исай Попов и многие другие. В зале всегда царит неповторимая аура и атмосфера. Болельщики – это особая каста людей. У некоторых фанатов солидный стаж. Поклонники за 2 дня получают массу эмоций и впечатлений, потом еще долго делятся эпизодами поединков. Без фальши, от души, с большой любовью рассказывают о схватках, как титулованных, так и перспективных
борцов. От рассказов вновь закипает в их жилах кровь. Столько заряда энергии и бодрости дарят зрителям борцы. Не успевает завершиться очередной турнир, как преданные болельщики ждут следующий. Мемориал Базара Ильичино – один из лучших турниров, который имеет славную историю, прочное настоящее и уверенное будущее.
степная нога приветствует участников и гостей всероссийского турнира 60-го открытого чемпионата Агинского бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призыв памяти героя Советского Союза Базара Ренчино. Исполняется 110 лет со дня рождения героя, 80 лет бессмертному подвигу Базара Ренчино, проявленному в ожесточенных сражениях с фашистскими захватчиками на Житомирщине Украинской ССР. Соревнования совпали с началом белого месяца Садалова, Нового года по лунному календарю, всенародного праздника обновления и возрождения нового, светлого. Дорогие земляки, гости, поздравляем вас с Садаловым и желаем исполнения желаний, помыслов, мира и добра. В 1964 году в поселке Агинское прошел первый турнир по вольной борьбе на призыв памяти героя Советского Союза Базара Ренчино. Он был приурочен к празднованию Дня Советской Армии и военно-морского флота СССР. С тех пор турнир ни разу не прерывался и стал самым ожидаемым событием спортивной жизни французских регионов России. И сегодня, в День защитника Отечества, приветствуем борцов, мужественных, сильных, настоящих мужчин. Советско-союзная платформа Ренчиновая, Кышина Тамовой, Умжин Кышина, Самшылтовала, Эйришкин Женему и Сонда, Умдырдыр Зерде Хамадышын Аллаға Расулана, Хамешшіне Йос, Эйришкин Малышуэ. Начинается пара участников всероссийского турнира 60-го открытого чемпионата Агинского бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призыв памяти героя Советского Союза Базара Ренчино. Возглавляет Всероссийский гордость соревнований. В турнире принимали участие команды из Монголии, Республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха-Якутия, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области, Забайкальского края, войсковой части 01390 Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, городских и сельских поселений Агинского
присяге и долгу. В эти дни наша любовь и поддержка солдатам придает им непоколебимую веру, несокрушимую волю к победе. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена героев. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Просим почтить память героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине минутой молчания. Слова Аюны Базаровой, музыка Баира Дардинжапова, премьера песни «Сугыршымысы тилте сүрекшітне», таны ақылатна этно-фолк-группа «Туғырго». Уважаемые земляки, для открытия всероссийского турнира памяти Героя Советского Союза Базара Ветчино приглашается заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, председатель организационного комитета Буюто Баладжанович Матмункуев. Сенатор Российской Федерации, почетный президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края, Баир Байскаладович Жамсуев. Министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Константинович Середкин. Чемпион мира, Европы, Азии, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации Борис Абдажевич Будаев. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Бронзовый призер чемпионата мира. Чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Базар Будаджанович Базаргуруев. Президент Федерации спортивной борьбы Забайкальского края Дашинева
Советского Союза Базара Женщина Владимир Григорьевич Ташиев. Председатель комитета спорта администрации Восточного аймака Монголии Бану Сурубчибидош. Многократный призер чемпионата Азии, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, занял 5-е место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ганзарин Мандахар. Старший офицер отделения физической подготовки войсковой части 01390 Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации майор Эдвард Сергеевич Коробян. Также приглашается главный судья турнира, судья международной и всероссийской категории Александр Владимирович Тазаленко. Слово для открытия предоставляется председателю организационного комитета Буйному Даржамовичу Падамукуеву. Амбулан Мудрый, Амур Мунды, Мундаты, Ятагайкет, Верхим Мундаты, Аялшат, Хамиршат. Уважаемые земляки, дорогие гости, уважаемые участники наших соревнований, во-первых, я бы хотел от имени администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края всех вас поздравить с наступившим Новым годом по нашему восточному календарю Сагара, Сагалганар. Всем пожелать добра, здоровья, мира и благополучия. Во-вторых, поздравить вас сегодня с Днем Защитника Отечества, всех защитников нашей Родины, не только мужчин, всех. Пожелать самое главное смелости, силы, бодрости, духа. Сегодня ведущие сказали, что несколько таких знаменательных дат. Это и наш праздник Сагалган, это и праздник Дня Защитника Отечества. В этом году самому Базаренчину исполнилось бы 110 лет со дня его рождения. 60-й наш юбилейный турнир. 60 лет по буддийскому календарю — это целый век, это очень большая эпоха. И мы очень горды тем, что в течение 60 лет этот турнир всегда был, никогда не прерывался и всегда был центром притяжения наших вольников, любителей вольной борьбы в Агинском Бурятском округе. Я хочу всех поприветствовать на нашем 60-м турнире, открытом чемпионате Агинского Бурятского округа по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базаренчину. Это сегодня очень важно, очень актуально, когда наши молодые парни на том примере, который показывал Базаренчину, все наше старшее поколение исполняет свой воинский долг на специальной военной операции. Сегодня наш турнир собрал сильнейших спортсменов нашего Агинского округа, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха-Якутия, Красноярского края, Хабаровского края, Республики Тыва, ну и, конечно же, нашей соседней Монголии. Я хочу поблагодарить всех участников за то, что вы приняли приглашение и сегодня участвуете в наших соревнованиях. Я уверен, что будет очень хорошие схватки, бескомпромиссная борьба, и зрители насладятся сегодня любимым видом спорта. Поздравляю с началом всероссийского турнира. Всем удачи, успехов, ну и пусть победят сильнейшие. Всероссийский турнир, 60-й открытый чемпионат Агинского Бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базаренчину объявляю открытым.
Барсуеву. Добрый день, уважаемые участники соревнований, уважаемые ветераны спорта, дорогие земляки, гости нашей Олимпийской земли. Я, прежде всего, хочу тоже поздравить всех с наступившим Новым годом, по лунному, источному календарю. Пожелать всем вам всех благ, но самое главное, пожелать всем нам мира и счастья. Сегодня турнир проходит очень знаменательный день. Так уж получилось, что сегодня праздник двойной, 23 февраля. Это день защитников Отечества. В свое время был организован день Красной армии военно-морского флота, потом Советской армии, но сегодня называется Днем защитника Отечества. В этом случае хочу поздравить всех причастных к военной службе, кто служил, кто носил погоны, кто сегодня служит в рядах вооруженных сил. С этим праздником сказать вам большое спасибо за службу, пожелать новых успехов. Вы знаете, буквально позавчера вместе со своими коллегами я принял участие в заслушивании послания президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И это обращение было не только к Федеральному собранию, это было обращение не только к нашему народу российскому, это было обращение, по сути, ко всем здравомыслящим людям, которые живут на нашей земле. И основной мотив всего выступления звучал так, о том, что не мы начинали эту войну, не мы продвигали свои вооруженные силы к чужим границам, не мы на протяжении последних лет терроризировали мирное население, которое живут в Донбассе, не мы устраивали различные санкции в отношении нашей страны, России. И мы сегодня пытаемся защитить свою безопасность, свою суверенитет. Я думаю о том, что это самое главное мотив всего выступления. Мы сегодня с вами пытаемся закончить ту войну, которая была начата в 2014 году. И в этом наша сила, и в этом наш успех. Победа будет, конечно же, за нами. И пользуясь случаем, я хотел бы еще раз передать большие слова благодарности от руководства страны, прежде всего тем ребятам, которые выполняют задачи специальной военной операции. К сожалению, на войне есть раненые, есть, к сожалению, и бывают и погибшие. Буквально вчера мне позвонил отец нашего героя Эдуарда Нарполова, который, будучи командиром группы специального назначения, с самого начала принимал участие в боевых действиях и, к сожалению, погиб при выполнении боевой задачи. Указом президента Российской Федерации 14 декабря прошлого года был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Так вот, вчера командование военного округа Восточного, руководство Хабаровского края, где сейчас живет семья героя, в торжественной обстановке накануне Дня защитника Отечества передали звезду героя и грамоту героя Российской Федерации Дружинину Царевичу и Савиме Мунка-Батовне, родителям нашего 27-летнего героя Российской Федерации.
Я думаю, что этот пример является тем, что мы правильно воспитываем нашу молодежь. И сегодняшний турнир, который посвящен памяти героев Советского Союза, который там уж получилось, что тоже погиб, освобождая Украину, Базарин Чинов. Сегодня эти задачи выполняют и наши ребята с честью, достоинством. Мы должны их помнить, мы должны их беречь, и мы должны им оказывать всяческую поддержку. Вы знаете о том, что президент принял решение о создании специального государственного фонда, который будет сейчас оказывать помощь всем ребятам, которые проходили службу там, прежде всего тем, кто получил ранение. И это должно быть поставлено на постоянную системную и индивидуальную основу. Война рано или поздно кончится, но память о героях, она должна быть вечной. Мы живем в таком мире, и я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и наших предшественников, которые организовали этот турнир 60 лет тому назад, уже далекие, 64 года, да? И мы, и наши предшественники, достойно из года в год старались проводить этот турнир на очень достойном организационном уровне. Сегодня я считаю, что тоже турнир проходит на очень хорошем организационном уровне, вернее пройдет благодаря работе организационного комитета, гостями и участникам турнира. Я вас всех поздравляю с праздником борьбы. Хочу пожелать участникам, пусть победит сильнейший. И еще раз пожелать всем вам, присутствующим здесь, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и счастья в ваших домах. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Андрею Константиновичу Середкину. Дорогие друзья, уважаемые тренеры, уважаемые гости, спортсмены, уважаемый Борис Русланович. Да, сегодня так совпало, что мы празднуем сразу несколько праздников. Хочу всех поздравить с праздником Белого месяца, с праздником Дня защитника Отечества. Очень приятно, что здесь, именно в Минске, проходят такие соревнования. Сегодня в 60-й раз мы их открываем. Также от Минспорта России, от министра Олега Васильевича Матыцкина поступило поздравление, поздравительный адрес, который, я думаю, потом позже зачитаю. В этом поздравлении он передает всем участникам напутственные слова, поздравляет. И Минспорт России знает, что на территории Забайкальского края на протяжении последних лет проводятся очень крупные и серьезные мероприятия. Я благодарю гостей, что они приехали, и всем желаю здоровья, всем желаю удачи, пусть победит сильнейший. В адрес турнира поступил приветственный адрес от Федерации спортивной борьбы России. Искренне рад от всей души приветствовать спортсменов, тренеров, судей и почетных гостей 60-х юбилейных всероссийских соревнований по вольной борьбе на призы памяти Героев Советского Союза Базара Ренчино и наступившим праздником Белого месяца, символом благополучия и счастья. Проведение всероссийских соревнований в поселке Агинское Забайкальского края является дальнее уважение земляков к замечательным людям, защитившим свою родину от немецко-фашистских захватчиков. Данный турнир – это хорошая школа для повышения спортивного мастерства и воспитания чувства патриотизма. А борьба – древнейший вид спорта и стремление к духовному и физическому совершенству. Это воля и мужество. Пусть традиционный турнир на призы памяти Героев Советского Союза Базара Ренчино зажжет новые звездные имена на спортивном небосклоне России. Слово предоставляется Дашиневима Тажаргаловичу Батаболотову. Добрый день, уважаемые земляки, любители борьбы, ветераны спорта. От Федерации спортивной борьбы Забайкальского края рад приветствовать всех участников, организаторов, гостей на юбилейном всероссийском турнире чемпионата Агинского Бурятского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ренчино. На юбилейный турнир впервые приехали команды, сильнейшие команды Республики Тыва,
29-й армии Республики Тыва и много других регионов. Хочу поблагодарить, что вы приехали, поддержали, украсили наш турнир. Вольная борьба в нашем крае занимает один из самых популярных видов спорта. То он способствует проведению таких соревнований, как турнир «Базар» Ильичино. За всю историю турнир дал путевку многим перспективным борцам в большой спорт. И Агильская школа борьбы гордится своими земляками, призером Олимпийских игр Базар Базаргуруева, чемпиона Азии, призера чемпионата мира Аслан Будажапов, призер чемпионата Европы Балдан Цажипов и многие другие. Хотел бы поблагодарить партнеров турнира за спонсорскую помощь, организаторов за организационную работу. И День защитника Отечества, день праздник мужества. Пожелать вам всем мирного неба, крепкого здоровья, стойкости духа. И с праздником Белого месяца желаю вам всем тоже поздравляю. Сарара, сарара. Дорогие земляки, в связи с проведением юбилейного турнира по вольной борьбе на призыв памяти Героя Советского Союза Базара Ильичино за большой личный вклад в развитие вольной борьбы благодарственными письмами и памятными подарками от Организационного комитета награждаются 20-кратный чемпион турнира, мастер спорта СССР Цидым Иванович Иванов. 9-кратный чемпион турнира, мастер спорта СССР международного класса, Награждан Галасан Львович Цидымов. 8-кратный чемпион турнира, мастер спорта России международного класса Балдан Междашевич Цажипов. 7-кратный чемпион турнира, мастер спорта России международного класса Жамсо Жалсанович Хамашапов. 7-кратный чемпион турнира, мастер спорта России международного класса Базар Мутаболатович Жамсапов. 7-кратный чемпион турнира, мастер спорта России Булат Балдашевич Батоев. 6-кратный чемпион турнира, мастер спорта СССР Гимажан Ширавдаржиевич Дашиев. 6-кратный чемпион турнира, мастер спорта России Батыр Батмаевич Базаров. 6-кратный чемпион турнира, мастер спорта России международного класса Жарган Альбертович Дардинов. Также мы приветствуем 5-кратного чемпиона турнира, мастер спорта СССР Саян Николаевич Батоев. 5-кратный чемпион турнира, мастер спорта СССР Гударжап Жапович Жаргалов. 5-кратный чемпион турнира, заслуженный мастер спорта Базар Гударжапович Бадуруев. 5-кратный чемпион турнира, мастер спорта России Монгол Баянович Мука Жаргалов. 5-кратный чемпион турнира, мастер спорта России международного класса Арслан Баянович Будажапов. Награждение многократных чемпионов проводит Ваиль Васманович Самсуев, Буйнтов Даршапович Батамангуев, Дашинимов Бадаржангалович Бадаболотов.
чемпионом. Традиционно на нашем турнире вручаются заветные удостоверения и знаки новым мастерам спорта России. Награждение проводит министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Константинович Середкин. Удостоверение и знак мастера спорта России по вольной борьбе вручается Хайдану Галитону Юрьевичу, спортивный клуб «Сургалай», тренер Батов Васильевич Батоев. А также Судакову Максиму Олеговичу, село Дульдурга, тренер Дарджабов Аюша Болотович. Постановлением законодательного собрания Забайкальского края. Аплодисменты нашим новым мастерам спорта. Постановлением законодательного собрания Забайкальского края почетное профессиональное звание заслуженный работник физической культуры и спорта Забайкальского края, тренеру Забайкальского краевого центра физической культуры и спорта Вальчинову РТМТ Константиновичу. Слово представляется главному судье соревнований Александру Владимировичу Нанзаленко. Пожалуйста. Уважаемые участники, уважаемые зрители, тренеры, спортсмены, поздравляю всех с праздником Белого месяца, всех с Днем защитника Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой. Сегодня пройдет борьба на 2 коврах до финала. Вся борьба пройдет до финала. Завтра начало соревнований и будут утешительные финальные поединки. Всем здоровья, добра и счастья. Уважаемые почетные гости, просим вас занять ваши места. Агентская земля всегда славилась спортсменами, меткими мэргенами, лихими наездниками и батырами недюжинной силы. Борьба во все времена пользовалась особой популярностью в народе. Пройдя разные этапы развития, сегодня спортивная борьба в округе имеет богатую историю, своих героев и свои традиции. Уважаемые земляки, стало доброй традицией на турнире чествовать спортсменов, результаты и победы которых становятся гордостью нашего округа, края, России, примером для подражания для подрастающего поколения. В 2022 году наш агентский спортсмен
В апреле в столице Монголии, в городе Улан-Батор, стартовал чемпионат Азии по борьбе 2022. Мастер спорта международного класса Арсалан Будажапов в первом круге выигрывает дворца из Кореи. Во второй встрече с индусом Барияном Гуара фортуна оказалась на стороне соперника, а в финале за бронзу Арсалан легко одолел дворца из Турции. Сентябрь, город Белград, Сербия, чемпионат мира. Арсалан Будажапов выступал в весовой категории до 79 килограммов. В 1/16 выиграл у француза Алёма Сайфеддина. В 1/8 досрочно победил Шухрата Базорова из Таджикистана. В схватке за выход в полуфинал Арсалан уступил одному из самых титулованных американских борцов Джордану Барроузу. К слову, это был большой опыт для Арсалана. Чтобы сойти на пьедестал почета, бурятскому льву нужно выиграть еще 2 поединка, с чем он справился блестяще. Утешительный поединок с Сахиргельди Сафармурадовым из Туркменистана закончился победой на душе, а в схватке за бронзу Арсалан был сильнее чеченца Алипаша Умарпашаева, выступающего за сборную Болгарии. Так он повторил успех Базара Базукуева 2007 года. Также Арсалан завоевал право участвовать в составе сборной мира. Декабрь, город Карауби, штат Айова, США. Командный кубок мира по вольной борьбе среди мужчин и женщин. В мужском турнире приняли участие сборные команды США, Ирана, Японии, Монголии, Грузии и сборная мира, где выступает Арсалан Будажапов. 2 дням состязаний настоящих мужчин предшествовали долгие недели подготовки вместе со спортсменами команды мира. Работал борец и с соперниками из других сборных. Один из них титулованный американский борец Джордан Барроуз. На Кубке мира первый поединок на ковре Арсалан выиграл, одолев японца. Затем потерпел поражение от соперников из Ирана и Грузии. Второй поединок, по признанию Арсалана, был одним из тяжелых на Кубке. Арсалан Будажапов достиг больших успехов в мире большого спорта. Одну из блестящих побед одержал на чемпионате Азии 2020, который проходил в индийском городе Нью-Дели. За всю спортивную карьеру показал захватывающие моменты на коврах Забайкалья, Бурятии, России, Европы, Азии и мира. Сегодня Арсалан занимает 2-е место в мировом рейтинге борцов весовой категории до 79 килограммов. Достижение такого уровня в борьбе – это ежедневная упорная работа и вера в себя. Арсалан родился в большой дружной семье Багира и Кундуз Будажаповых, 3-м ребенком. С детства был активным, энергичным, подвижным. По стопам папы Багира Цветобаевича, также борца-тяжеловеса, Арсалан с 6 лет начал заниматься вольной борьбой в детско-юношеской спортивной школе села Цахтахангил. Первый тренер Ардем Владимирович Донков увидел в нем будущего чемпиона. В 2010 году стал воспитанником Центра спортивной подготовки. Тренировался у наставника чемпионов Бато Базарова и его сына Бадмы Базарова. Будучи студентом Бурятского государственного университета, занимался у земляка, мастера международного класса Жаксова Амажапова. С 1919 года Арсалан выступает под флагом Кыргызской республики, малой родины мамы Кундуз Ахматбековны. Тренируется в Улан-Удэ под руководством заслуженного тренера Бурятии Зарито Владимировича Меньшикова. Только колоссальный труд, стальной характер, упорство приведут к намеченной цели. А цель каждого спортсмена – Олимпиада. Издревле отцами становились люди нечуждой силы, ловкие и смелые. Им приписывали ореол несокрушимой силы, непобедимости, чего-то необычайного, что не дано рядовому. Не все борцы достигают высоких результатов, к которым идут годами. Только сильные духом, смелые и уверенные в себе спортсмены становятся чемпионами. Родной округ всегда оказывал Арсалану всемирную поддержку. И сегодня он признателен всем землякам. Своими результатами он постарался оправдать оказанное доверие. Мы с особой гордостью приглашаем нашего героя, мастера спорта России международного класса, бронзового призера Кубка России, серебряного призера первенства России, 5-го призера первенства Европы, чемпиона и призера многих международных и всероссийских турниров,
чемпиона Кыргызстана, чемпиона Азии, бронзовый призер чемпионата мира и Кубка мира Арслана Джорджапова. Медаль Арслана за результаты титанического труда как самого спортсмена, так и тех людей, которые возлагали на него большие надежды. Успехи борца нашего округа стали возможными благодаря кропотливой работе тренеров, которые вложили в своего воспитанника душу, мастерство, заставили поверить в себя, открыли путь к спортивным высотам. Именно их мы называем учителями побед. Сегодня Арслан продолжает лучшие традиции азийской школы борьбы. На сцену приглашаем тренера Арслана, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера Республики Бурятия, вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Жамсова Жамсановича Хамаджапова. Также приглашаем мастера спорта России Батмана Батуевича Базарова. Заслуженного тренера Республики Бурятия, отличника физической культуры и спорта России Серикту Владимировича Венжикова. Благодаря системной и эффективной работе органов государственной и муниципальной власти Федерация Ленинский район Жаргал Владимирович Жапов, Дашинимова Жаргалович Водомолотов, глава сельского поселения Суктухандил, Баил Базарсадович Цыдыпов. Слово представляется Баилу Василовичу Жамсову. Дорогой Арслан, родители Арслана, близкие, родственники, дорогие земляки, уважаемые тренеры, очень приятно присутствовать сегодня на нашем таком торжественном мероприятии, когда мы чествуем нашего земляка, который достиг наивысших результатов в мире вольной борьбы, спортивной борьбы. Вы знаете о том, что вообще эта конкуренция очень большая и в нашей стране, и вообще и в Азии, и в Европе, и в целом мире. Для того, чтобы завоевать призовое место, это надо проводить, наверное, огромное количество пота, пробиться и принять участие в таких престижных соревнованиях. Я никогда не забуду, когда однажды, будучи здесь у нас в Аге, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Георгиевич Мамишвили, общаясь с нами, а рядом находился наша легенда Борис Дугланович Будаев, он сказал то, что вот Бори, великий талантливый человек, вот дали ему отбороться на чемпионате мира, возможность такую, он ее на 100% выполнил и стал чемпионом мира. Это о чем говорит? То, что ей должна быть еще удача, чтобы попасть на такие престижные соревнования, поддержка людей, огромного самого спортсмена и тренера. И в этом плане я думаю о том, что благодаря усилиям многих, я должен сказать то, что первопроходцем в этом пути, в этом деле был Жамсов Хамаджапов, который, понимая, что есть жесткая конкуренция в России, добился о том, чтобы наши ребята выступали под флагом дружественного нам Кыргызстана и могли принять участие в самых престижных турнирах, будь это чемпионаты Азии, мира, Олимпийских игр. И ребята наши не подкачали. Базар был заберу бронзовый призер мира Олимпийских игр. Сейчас Арслан Будажапов, которому тоже дали по большому счету такой возможность побороться. Он оправдал наши надежды, оправдал надежды своих тренеров. И сегодня мы его чествуем как одного из сильнейших борцов мира. Хочу пожелать Арслану больших успехов. Ну и сказать, сегодня уже мы несколько раз говорим, что у нас бронза с золотым отливом, но нам
Очень хочется, вообще, брат, такая ситуация, но брат должен определенный объем, чтобы превратиться в качество. Нам очень хочется, чтобы наконец появилось золото с бронзовым отливом. Вот на это надо нацеливаться, бороться, под руководством своих делений, и удача обязательно будет сопутствовать. Поздравляем тебя, Салам, с величайшей победой, победами. Желаем больших тебе успехов. Спасибо вот тем тренерам, которые сейчас стоят рядом с тобой. Благодаря их труду тебе, поддержке твоих близких, друзей, земляков, ты сегодня являешься героем для молодых ребят, для нас всех, становишься нашим, будем так говорить, не только киргизским, но агинско-бурятским национальным достоянием. Не надо об этом забывать. За высокие спортивные достижения, личный вклад в развитие физической культуры и спорта, развитие спортивной борьбы в регионе, благодарственным письмом и денежной премией от администрации Агинского бурятского округа и Федерации спортивной борьбы Забайкальского края награждаются тренеры Арсалана Кудажапова, Жансур Хасанович Камажапов, Барман Батуевич Базаров, Зареков Владимирович Бенжиков. За высокие спортивные достижения, вклад в развитие спортивной борьбы, благодарственным письмом и денежной премией от администрации Агинского бурятского округа и муниципального района Агинский район, Федерации спортивной борьбы Забайкальского края награждается бронзовый призер чемпионата Азии, мира и Кубка мира 2022 года Арсалан Кудажапов. Также Арсалан награждается бурятским традиционным костюмом от земляков, жителей села Цоптакангил. Также в октябре по итогам чемпионата мира администрации округа был подарен нож от известного нашего ювелира Жиджига Байсхладова. Полный комплект бурятского костюма. Лекторовша. Готов. Аплодисменты нашему чемпиону. Слово представляется Арсалану Кудажапову. Алина Пашашиловия.
әрекет. Сыға қарап, сыға алдына. Бейітіне үйкірді жағылды, явытта. Мнодыр феврале қарақыруны өндірор, маршалының қанында. Бені мұны қыту сақты қо әң-әңін явылда. Екі байырты үйжі оқтығы бәйқыдытны. Тегіт Бінейхін үйжі намай ұрғыжы еқадына химарымы дәйгүр недіндігі жағанам. Тегіт үні мені амжылты болтын әтіне тұға болғыжы бәйнігіжі анынып тақта екі байыры. Мне киргизим было барындыхын кулу байыр Бесқыланыш. Екі көрілдоқ жы намай зуб қардайды ұруғышынан гыжы ананам. Тегершке Федерация Забайкальского края, Федерация Манай Аугурганы найдут екі то аты күжі байырды. Екі байыр тәуі. Максимовка, вам низкий поклон, Ирдым Владимирович, Батмаевич, Батмухай Анатольевич, Шансур Александр Владимирович, за то, что поддерживали и поддерживаете всегда. Спасибо. И залог вот такой, егедлі, екі жылғы қарқи алты, қаршатқатта тегед. Ағыя егедіне әнар болып тұқылда. Тегед. Onun siktu hebi ata hang hanje yapınca bana aradığımda Тегерді қалта волновациялы бәйді бая бәйді етіға ектігі Бұлтында бұқы мені барыншы әқідімне мені тұлы наға даушы бәйін заңда екі байыры екілініп мені анда қалы түкті барыншы әқіді мұны тақты интернет бей ола үшіжі бәйқідімне екі байы бәйді ұсу күдік тегер бұқы Байхат минута. Вам низкий поклон и будем дальше тренироваться усерднее и выигрывать тигр. Аты намай дайшым ұрғыжы Я сын агинских цветей и школа бурятской борьбы Шанга. Так что молодым ребятам могу сказать, чтобы они готовились усерднее и показывали хороших, больших результатов. Всем спасибо. Уважаемые гости, просим вас занять ваши почетные места в зале. Худата битавайхет, хавадакшет, элшет.
Тане ақырында тұрушыке, абырғы бұқиын сала. Обын тугарма бата полдавай, хужымын бата башы немайбы. Байысқына ұламаша бақ высыткына, оқтың ауқты. Дорогие друзья, а сейчас давайте встретим народного артиста Республики Бурятия Наматай Кузьму. Хучмин дома Сурапа, Уин Кентин Матху, Бурят, Дол Арм. Салам Ямарганде!
торжественное открытие всероссийского турнира по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза «Позоречено» завершается. Мы желаем участникам соревнований бескомпромиссной и честной борьбы, спортивной удачи, зрелищных поединков и красивых побед. Пусть победит сильнейший! А вам, дорогие зрители, желаем насладиться захватывающими схватками и горячими аплодисментами поддержать наших участников турнира. Судьям приступить к своим обязанностям. Слабый бой. Автоматически моя хунга вообще.
Цевен Сурен Цокбадраль, Монголия. Бейскаланов Доржон, Иркутская область, Амитхашин. Приготовиться Авилову Александру, Республика Саха. И Речинов Владимир, Республика Бурятия. На ковер П приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. Соколатов Владимир, Республика Хакасия. Шадапов Буянтов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам Евгенову Дандов Челутай, Арсалану Большинюмаеву Будала. На ковре Б в красном трико борется представитель Республики Хакасия Владимир Сагалаков, спортсмену 27 лет, тренируется у тренера Чучунова. Его соперник Буянто Шадапов, представитель команды Республики Бурятия. Оба борца являются мастерами спорта России. На ковре А победу одержал Цокбадраль Цевенсура, Монголия. Приглашаются на ковер А спортсмены Авилов Александр, Республика Саха, и Речинов Владимир, Республика Бурятия. Приготовиться Зандарбазарову Зарифто и Дугаржакову Жарка.
На ковре А красным трико Александр Абилов. Борцу 22 года, представляет команду Якутии. Тренером является Владимир Яковлев, кандидат в мастера спорта. В синем трико Владимир Речин. Борцу 20 лет. Тренером является Юрий Дашинимаев, кандидат в мастера спорта. На ковре Б схватку выиграл Буянто Шадапов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается Дандук Гергенов, Челукай, Арсалан Большенебаев, Будала. Приготовиться борцам весовой категории до 97 килограммов. Алдару Тандаку, Челукай, Файсхалану Ирдынееву. У ковра А представители команд, пожалуйста, найдите. Операторы, пожалуйста, подойдите к ковру. На ковре Б в красном трико борется представитель команды села Челукай, кандидат в мастера спорта Дандук Гергенов, спортсмен 30 лет, тренировался под руководством тренера Бато Батмавича Базарова. Его соперник Арсалан Большенебаев, спортсмену 18 лет, тренируется под руководством тренера Буянто Тугарова и Батара Базарова, представляет команду села Будала. да? Алексей, ты далеко? Табло кто включает?
сейчас в столовую посуду. Не, вообще закрыли. Победу одержал Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается Заректор Задан-Базаров, Забайкальский край, Чулутай, Жардал Дугаршапов, Иркутская область, Топчин. Приготовиться Алдару Ренчинову, Республика Бурятия. РДН Очир, Монголия. Ковер. Девушка. Кылыпты. Ведущий, ты кылыпты. Объявляй, кылыпты. Победу объявляйте. На ковре Б схватку выиграл Арсалан Бальжинемаев, Будала. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Алдар Тандаков, Чулгаев, Байсхалан Ирдынеев, Арашидеев. Приготовиться борцам Илья Жубалов, Республика Бурятия, Жаргалан Кудажапов, Саптыхангил.
Заректор Садрат Базаров представляет команду села Чулутай. Борцу 31 год. Тренером является Базаров Батон Батмаевич, мастер спорта России. Борец в синем трико Жаргал Игоржаков, борцу 19 лет, представляет команду села Топча. Тренером является Батыр Цыдыкович Раднаев, кандидат в мастера спорта. ДКТБ. В красном трико борется представитель команды села Чулутай, мастер спорта России Алдар Гандаков. Его соперник — мастер спорта России по вольной борьбе, чемпионат мира и Азии по самбо Байсхалат Эркнеев Ржевич. Отойдите, пожалуйста, от ковра. Представители команд.
схватку выиграл Алдар Дандаков, Чулутай. На ковре А победу одержал Жаргал Дугаржапов, Топчи. На ковер Б приглашается Илья Шибалов, Республика Бурятия, Жаргала Мудажапов, Сактахангил. На ковер А приглашаются Алдар Ринчинов, Республика Бурятия, и Эрденет Хокчер Шижербатов, Монголия. Приготовиться Юлиану Гергенову, Монгуш Кежик, Республика Тыва. Борьбы борцы весовой категории до 97 килограммов. Далеко борется представитель команды Республики Бурятия Илья Шибалов. Спортсмену 18 лет, тренируется под руководством тренера Бадара Базарова. Является бронзовым призером первенства России. Серебряный призер первенства Европы. Бронзовый призер первенства мира, мастер спорта России Илья Шибалов. Его соперник в синем трико, представитель команды села Сактахангил Жаргала Мудажапов, спортсмену 17 лет, тренируется под руководством тренера Арсалана Межитова. Является победителем первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей, серебряный призер Дальневосточного федерального округа среди молодежи, победитель международного турнира Павла Пеникина в городе Якутск 22 года. Жаргала Мудажапов. представляет команду Республики Бурятия. Борцу 18 лет. Тренером является Валерий Викторович Ивахин. Кандидат мастера спорта, призер первенства Республики Бурятия.
На ковре Б схватку выиграл Илья Живалов, Республика Бурятия. На ковер приглашается борцы весовой категории до 61 килограмма, 1/8 финала. Мотоциклист Житаржиев Константин Ермолаев. Весовая категория до 61 килограмма. Подготовятся Борис Батшуев, Иван Максимов. На ковре Б чисто техническую победу одержал Константин Ермолаев. Республика Бурятия, поселок Забайкальск. Приглашается Борис Батшуев, Иван Максимов. Подготовится Арсалану Танцаранову, Жаргабу Тамгинову. На ковер Б вторично приглашается борцы весовой категории до 61 килограмма. Победу одержал Эрдиненчик Шишербатов, Монголия. На ковер А приглашается Юлиан Гергенов, Иркутская область, Кежик Монкуш, Республика Тыва. Приготовится Сергею Сатнашиеву, Забайкальский край, Цуктахангил, Роману Астанаеву, Республика Хакасия. борец в красном трико Юлиан Гергенов. Борцу 30 лет, представляет компанию Иркутской области,
Борец в синем трико Эшен Монгуш представляет команду Республики Тыва. Борцу 23 года. Мастер спорта России. На ковре БМЦ весовой категории до 61 килограмма. 1/8 финала, вторая пара. В красном трико представитель команды Республики Бурятия. Тренируется он под руководством тренеров Неманимаев, Бабазаров, Баир Ильин, кандидат в мастера спорта, призер Сибирского федерального округа, чемпион Республики Бурятия Борис Паршуев. Его соперник, борец в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, кандидат в мастера спорта, является призером, многократным призером первенства Республики Бурятия, тренируется под руководством тренера, заслуженного тренера России Баира Боровича Уйва, который секундирует его в данной встрече. Иван Максимов. Баир Борович Борович, заслуженный тренер России по вольной борьбе. Давайте поприветствуем. Для выхода на ковер мы подготовятся борцам Асаламу Танцаранову, Жаргалу Дамдинову. Встречу индивидуального преимущества выигрывает Борис Паршуев, Республика Бурятия. На ковер приглашается Аслан Дамсаранов, Агафергин, Жаргал Дамдинов, Гудей.
Сергей Сотнандашиев, Забайкальский край, Цоктохангел, и Роман Астанаев, Республика Хакасия. Приготовиться Николаю Николаеву, Иркутская область, Энхбан Энхболт, Монголия. Операторы, пожалуйста, ковру А. Операторы, подойдите, пожалуйста. Владимир Николаевич. Алексей.
На ковре А борец в красном трико Сергей Сатнамдашвили. На ковре Б встречу выиграл Жангал Дамдинов Будей. Приглашается Алтен Тоджимаев, Днеп Нова, Монголия. Сергей 26 лет, представляет команду села Цумкаханки. Тренером является Арслан Яндонович Межитов, Эрдем Владимирович Роднаков. Мастер спорта России, чемпион первенства Забайкальского края. Борец в синем трико Роман Астанаев. Борцу 21 год, представляет команду Республики Хакасия. Кандидат в мастера спорта, чемпион Республики Хакасия. категории до 61 килограмма. С красным триком представитель команды Республики Бурятия, спортсмену 29 лет, многократный чемпион Республики Бурятия и Дальневосточного федерального округа, многократный победитель и призер многих международных турниров, олимпийский чемпион среди юношей 2010 года в городе Сингапур, призер чемпионата России 2021 года, мастер спорта России международного класса Алдар Баджнимаев. Его соперник, представитель команды Республика Монголия, Восточного Аймака, Нова Монголия. Дорогие друзья, нашему гостю из Монголии секундирует многократный призер чемпионатов Азии, двукратный бронзовый призер чемпионата мира. В активе этого борца 5-е место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ганзовинген Мандахнаран. Поприветствуем нашего гостя. Давай ковер вот этот чуть-чуть выдвинем.
Республика Хакасия. На ковер А приглашается Николай Николаев, Иркутская область. Эдхбат Эдхбол, Монголия. Приготовиться Александру Дажиеву, Забайкальский край, Хорошевик. Булату Вайсхолонову, Республика Бурятия. Встречу тут уже выиграл Алдар Паншнимаев, Республика Бурятия. На ковер приглашается Жанкал Цементов, такой Эндем Баракшонов, Цыганов. Подготовится Кейжик Сидель, Республика Тыва, Алексей Данилов, Иркутская область. Борец в красном трико Николай Николаев. Борцу 19 лет, представляет команду Иркутской области. Тренером является Балкуев Александр Федорович, Баракшонов Руслан Аполлонович. Кандидат в мастера спорта.
представитель команды Республики Тыва, спортсмену 22 года, спортивный разряд кандидат мастера спорта Кижин Сидек. Его соперник мастер спорта России Алексей Данилов, Иркутская область. Встречу выиграл Кежин Сидек, Республика Тыва. На ковер приглашается Константин Хангалов, Иркутская область, Валерий Шукутуев, Будала. Стой! Схватку выиграл Николай Николаев, Иркутская область. На ковер А приглашается Александр Доржиев, Забайкальский край, Хорошевиль, Булат Фаизхалонов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории до 57 килограммов. Доржиеву Арсалану, Забайкальский край, и Буйто Доржиеву, Забайкальский край.
Джаншибили, борцу 18 лет. Тренером является Доржиев Нурмусафул Султимович, Цендемеев Виктор Гырылович. На ковер приглашается Альберт Рамданов, такой Юлустан Федотов, Сахай-Кутей. Александр, кандидат в мастера спорта, призер Дальневосточного федерального округа. Борец в синем трико Булат Баясхалонов. Борцу 24 года, представляет команду Республики Бурятия. Тренером является Вандел Цидертамбаевич Базаров, Нима Баилович Нимаев. Мастер спорта, чемпион и призер первенства Республики Бурятия. Есть, есть. На ковре по окончании данной встречи начнутся подготовиться борцам весовой категории до 70 килограммов. Лев Гергенов, 1/8 финала. Лев Гергенов, Аюша Аюзанаев.
на ковре А схватку выиграл Булат Байсгаломов, Республика Бурятия. Приглашаются борцы весовой категории. На ковре встречу выиграл и устав Федотов, Республика Саха-Якутия. 1/8 финала. Даржиев Арсалан, Забайкальский край. Даржиев Буиту, Забайкальский край. На ковре А смена судейской бригады. Приготовится Дандар Багдаева, Забайкальский край, Эрдени Равданова, Республика Бурятия. Давайте, начинайте. На ковер бы приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. 1/8 финала. Лева Гергенов, Чултай Аюрзанаев, Республика Бурятия. Приготовиться борцам Дмитрию Куприянову, Саяну Жикзымаеву. На ковер приглашается Эрдени Равданов, Республика Бурятия, Дандар Багдаев, Забайкальский край. Красным трико Багдаев Дандар, синим трико Равданов Эрдени. Приготовиться Русану Уренчинову, Забайкальский край, Амиха. Монхарденет Давабанди, Монголия.
ему 17 лет, представляет команду села Цаганор. Тренерами являются Намсараев Иман Джакович, Садоев Валерий Аюрович. Кандидат в мастера спорта, чемпион и призер Забайкальского края. В синем трико Евгений Варданов. Борцу 20 лет, представляет команду Республики Бурятия. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер чемпионата Республики Бурятия. На медальную дистанцию выиграл Лёва Гергенов, Челдай. На ковер приглашаются борцы Дмитрий Куприянов, Республика Бурятия, Саян Жакзымаев, Цаганор. Приготовиться борцам Федосееву Александру, Иркутская область, Церма Чингари, Монголия. На ковре А схватку выиграл Дандар Багдаев. Цаганор. На ковер А приглашается Александр Речинов, Амит Хаша, Монх Эрдене Дава Банди, Монголия. Приготовится Любомир Ашаину, Республика Саха, Андрей Погорелов, Иркутская область. На ковре А в красном трико Александр Речинов.
Борцу 19 лет представляет команду села Амитхаша. Тренерами является Цепилов Жакон Жиргалович, Вайсхаланов Аполлон Кумутович. Имеет первый спортивный разряд. На ковре А победу одержал Мохардане Дамаабанди, Монголия. Приглашается на ковер А Ашиев Любомир, Республика Саха. В связи с травмой Погорелого Андрея победа присуждается Ашиеву Любомиру. На ковер приглашается Будажан, Республика Бурятия, Агаханки. Этигел Сатнова, Забайкальский край, Цаганова.
схватку выиграл Дмитрий Куприянов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы Александр Федосеев, Иркутская область, Церма Чинзари, Монголия. Приготовиться борцам Тюлюш Эзир, Республика Тыва, Быранай Ирвыш, Республика Тыва. На ковре А борец в красном трико Будражан Самбуев. Борцу 34 года, представляет команду села Агахангил, мастер спорта России, призер чемпионата Республики Бурятия. В синем трико Этигл Садломов. Борцу 17 лет, представляет команду села Цыганы, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Дальневосточного федерального округа до 18 лет. На ковре борцы весовой категории до 70 килограммов. В красном кругу борется представитель команды Иркутской области Александр Федотеев, кандидат в мастера спорта. Спортсмену 20 лет, тренируется под руководством тренеров Баракшонова и Балдахинова. Его соперник в синем трико Церма Чинзари представляет команду Монголии Горбун Эма. Спортсмену 22 года. На ковре в схватку на душе выигрывает Александр Федосеев, Иркутская область. На ковер приглашаются борцы Тюлюш Эзир, Быранай Ирвыш, Республика Тыва. Приготовиться борцам Буладу Батоеву, Челундай, Сергею Евтюгину, Республика Бурятия. На ковре А победу одержал Будражан Самбуев, Агахангил. На ковер А приглашается Сайол Саднахташиев, Цоктахангил, Димчик Батукуев, Агахангил. Приготовится Андрей Дагаев, Республика Бурятия, Ваиль Шактуров, Республика Бурятия.
Агафонкин. Приглашается Андрей Нагаев, Республика Бурятия, Ваиль Шандуров, Республика Бурятия. Приготовится Ричи Санджиева, Забайкальский край, Базар Батаболтову, Забайкальский край. На ковре в борце весовой категории до 70 килограммов. В красном трико борется Айзир Тюлюш, мастер спорта России, спортсмен 26 лет. Является чемпионом Сибирского федерального округа 21 года, бронзовый призер Гран-при Ивана Яровой 21 года и чемпион школы высшего спортивного мастерства 21 года. Его соперник в синем трико Ирбиш Бырынай, также представляет Республику Тыва, является кандидатом в мастера спорта, спортсмену 23 года. в красном трико Андрей Нагаев, представляет Республику Бурятия. Борцу 17 лет, имеет первый спортивный разряд. В синем трико Ваиль Шандуров представляет команду Республики Бурятия. Тренером является Нима Эрденбаирович Нимаев, кандидат в мастера спорта. Нахер.
На ковре А победу одержал Баир Шабдуров, Республика Бурятия. Приглашается на ковер А Бенчин Санджиев, Забайкальский край. Базар Батаболов, Забайкальский край. Зугавай. Приготовиться в весовой категории до 125 килограммов Булат Дарижакову, Ардему Большинима. На ковре схватку выиграл Эйзир Тюрюш, Республика Тыва. На ковер приглашаются Булат Батоев, Чулутая, Сергей Евтюгин, Забайкальский край. Приготовиться борцам Сергею Якимову, Иркутская область, ФС Халанудан Динамо, Гунай. На ковре борцы весовой категории до 70 килограммов. В красном трико борется мастер спорта России, чемпион международного турнира на призе памяти Коркина, победитель международного турнира памяти Мендяшвили, бронзовый призер Гран-при Иван Ярыгин, бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта России Булат Батоев, команда Челутая. Его соперник в синем трико, мастер спорта международного класса, чемпион России, серебряный призер чемпионата мира Сергей Евтюгин, Республика Бурятия, спортсмену 21 год. Тренируется под руководством тренера Баира Батумункуева. Победу одержал Базар Батаболов, Зугавай. На ковер А приглашается в весовой категории до 125 килограммов Булат Дарижаков, Дагой, РД Большинимай, Зуктохангир. Сергей Евтюгин является мастером. Рамазан Алиев, Республика Дагестан.
Садбоеву, Балданову Аю, Кургаган. На ковре Б в красном трико борется представитель команды города Иркутска Сергей Якимов, кандидат в мастера спорта, спортсмену 18 лет, тренируется под руководством тренера Руслана Баракшонова и Василия Ашаханова. Является многократным призером и победителем первенства Иркутской области. Его соперник в синем трико, представитель команды села Гунны, мастер спорта России Фаискалан Дахгинов, спортсмену 24 года, является многократным чемпионом чемпионата Забайкальского края, чемпион турнира Ковалева в городе Благовещенск. На ковре А борец в красном трико Чингис Баджимаев, кандидат в мастера спорта, борцу 18 лет, представляет команду Симасидунту, призер первенства России. В красном трико Магомед Алиев представляет команду Республики Дагестан, мастер спорта, борцу 27 лет. Наверное.
Счет 7-7. У синего борца 4-бальное действие и 3 раза по 1 баллу. У красного борца 4-бальное действие, 1 балл и 2 балла. Вот по качеству синий проиграл. Победу одержал Чингис Балджимаев. Садубой. Приглашается на ковер А Соктов Садубоев. Цаганов Аюн Богданов. Уждага. На ковре борцы весовой категории до 70 килограммов. В красном трико борется представитель команды Саганова Балдан Садломов. Спортсмену 28 лет. Мастер спорта России. Его соперник в синем трико. На ковре в синем трико борется представитель команды Республики Бурятия Игорь Ухоев. Спортсмену 20 лет, является мастером спорта России. Многократный чемпион Республики Бурятия, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, бронзовый призер международного турнира памяти Виндиашвили. Приготовиться Баиру Нарбоеву, Чулутай, Ахмеду Талдиеву, Иркутская область. На ковре А борец в красном трико Сокто Садбоев. Мастер спорта России. Борцу 36 лет. Представляет команду села Цаганоль. Тренером является Мурков Цидыков. Чемпион всероссийского турнира Ковалева город Бурталишинск. На ковре борец в синем трико Аюн Богданов. Ему 34 года. Представляет команду села Урдага. Его тренером является Илбек Тумутов, кандидат в мастера спорта.
На ковре Б схватку выиграл Игорь Ухоев, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы Баваса Бакалиев, Республика Бурятия, Башир Абдулкеримов, Республика Дагестан. На ковер Б после данной встречи приготовиться борцам весовой категории до 74 килограммов. Баддалгер Батога, Монголия. Казырык Саин, Республика Тыва. На ковре А победу одержал Сокто Садбоев, Цагамон. На ковер А приглашается Ваир Нарбоев, Чулукай, Ахмед Калдеев, Иркутская область. Приготовится Дандар Табаев, Агархангин, Шота Хафтиев, Иркутская область. На ковре Б борцы весовой категории до 70 килограммов. В красном трико борется представитель команды Республики Бурятия, кандидат мастера спорта Баласан Бакалиев. Тренируется под руководством тренера Бадара Базарова. Его соперник Башир Абдулкеримов представляет команду Республики Дагестан. Также является кандидатом в мастера спорта. Спортсмену 22 года. Hayırdaki şu da golden ödedik. Стой, подожди, не начинай. Не начинай. Начинай. На ковре Б схватку выиграл Баласан Бакалиев, Республика Бурятия. Ну да. Вот, не, здесь, да. На ковер
2. Приготовиться борцам Луксану Рушееву, Зандану Будаеву. Сейчас 4 уходит. О, Вот видите, кубика нет. кубик нет. Нету. Зато он скинет. Здесь кубика нет. Вот здесь 4 было. 8. 4 стало. 7-6. Нет, 7, 6. 7-6, вот. Видишь, кубик был. Вот здесь. Вот здесь балл. 7-7 стал. 7-7 стал. Сначала еще раз. Самый вот самое начало. Самое начало. Еще назад, самое начало. Два, правильно. Вы же можете продолжать? Или нет? Съемку. У вас запись будет идти, да? Будет. Будем сюда делать. В декабре в красном трико борется представитель команды Монголия Довлен Эмак Батталгер Баттуга. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Тыва Казыры Саи. Тренируется под руководством тренера Буян Боргучук. Спортсмену 24 года. Является победителем первенства России 2018 года. Победитель первенства мира 2018 года. Словакия. Победитель России среди студентов 22 года. Мастер спорта международного класса Казырык Сайвин. Селедки стоит, не напоешь. Здесь, сколько раз я говорил лично, чтобы никто не заслужил. Здесь у нас был тут вместе, да, мы же попросили его На ковре А борец в синем трико, борец в красном трико, Баир Наркович представляет команду Челтай, борцу 37 лет, тренером является Базаров Батов Батмаевич, кандидат в мастера спорта, чемпион Забайкальского края.
Замдан Унаев Зубалаев. На ковер бой приглашается Тамир Мишеневаев, Литкаши, Буян Циренов, Бурятия. Приготовиться Намжилу Цирендаржиеву, Дмитрию Будажапову. Здесь вот нас он начинает я здесь На ковре борец в синем трико Ахмед Талдиев. Борцу 19 лет. Представляет команду Иркутской области. Призер чемпион Иркутской области. На ковре в красном трико борется представитель команды села Литкаши Тамир Мишеневаев. Спортсмену 18 лет, тренируется под руководством тренеров Балута Бейсхаланова и Жамхалана Цепилова. Является кандидатом в мастера спорта. Тамир является победителем первенства Дальневосточного федерального округа до 21 года, победителем первенства Республики Бурятия, многократный чемпион первенства чемпионата Забайкальского края. Его соперник в синем трико Буян Циренов, представитель команды Республики Бурятия. Тренируется у тренера Зарипто Мальчикова. Буян является мастером спорта России. На ковре А победу одержал Ахмед Талдиев, Иркутская область. Приглашается Дандар Дабаев, Агахангир Шота Картиев, Иркутская область. Приготовиться Алиеву Магомеду, Республика Дагестан, Теренчакову Арден, Республика Бурятия.
Добавить представляет команду села Агафонки, борцу 33 года. Тренерами является Анатолий Жукуров, поясна Батман. Кандидат в мастера спорта. На ковре А борец в синем трико Шота Картиев. Представляет команду города Иркутск. Борцу 21 год, кандидат в мастера спорта. Тренером является Руслан Баракшонов. Давай здесь смотри. Сейчас стали, после этого прошел. Ковер Б, 2 балла борцов красных трико. Челлендж выигран. Республика Бурятия. Мастер спорта России Буян Цыренов, Республика Бурятия. За неявку вторичным приглашается Магомед Алиев, Республика Дагестан. На ковер Б приглашаются борцы. На ковер Б приглашаются борцы Намжил Цириндаржиев, Дмитрий Будажапов. Приготовиться борцам весовой категории 86 килограммов. Бандерденет Гамбадорш, Монголия, Буянтош Адапов, Бурятия.
соперника. Победа присуждается Эрдену Церечату. На ковер приглашается Баир Дашиев, Цыганоль, Богдан Цежиков, Республика Бурятия. Приготовится Цедаши Тугарова, Республика Бурятия, Зуткулей, Андрей Аронов, Республика Саха. На ковре красным триколором представитель команды Республики Бурятия Намжил Цветен Даршиев, спортсмен 19 лет. Его тренером является Немаев, кандидат в мастера спорта. Вторично приглашается Баир Дашиев, Цыганоль, Богдан Цежиков, Акахангин. Его соперник в синем трико Дмитрий Водорапов, представитель команды Иркутской области, мастер спорта России, тренируется под руководством тренеров Базарова Ванна и Хангалова. Включайте время. В красном трико Баир Дашиев представляет команду села Цыганоль, борцу 31 год, кандидат в мастера спорта. Борец в синем трико Богдан Цежиков, мастер спорта международного класса. Борцу 32 года, представляет команду села Акахангин, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата России, многократный чемпион турнира Базара Гриншино.
На ковре А победу одержал Балдан Цыжипов. Агахангил. Приглашается на ковер А Цедаши Дугаров. На ковре за складку выиграл Дмитрий Будажаков, Иркутская область. Андрей Аронов, Республика Саха. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. 1/4 финала. Приглашаются борцы Батырдане Бамбидош, Монголия, Боюто Шадапов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам Беликтова Туманкулеву, Юрию Рахлицову. Приготовиться борцам весовой категории до 79 килограммов. 1/4 финала. Ваноеву Сергею Цуткулей, Габоеву Этике Цыгану. Батырдане является мастером спорта международного класса Монголии. Его соперник в синем трико Боюто Шадапов представляет команду Республики Бурятия. Тренируется под руководством тренера Нима Имаева. Спортсмену 21 год. Мастер спорта России. На ковре А в красном трико Цедаши Дугаров. Борцу 24 года, представляет команду села Зуткулей. Тренером является Гангор Дугаров. Чемпион и призер Забайкальского края и Республики Бурятия. Мастер спорта России. Борец в синем трико Андрей Аронов. Борцу 23 года, представляет команду Республики Саха, Якутия. Мастер спорта, чемпион России среди студентов 2021 года. Бронзовый призер абсолютно чемпионата России.
категории А схватку выиграл Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. На ковре схватку выиграл Буенто Шадабов, Республика Бурятия. В весовой категории до 79 килограммов 1/4 финала приглашается Сергей Бароев, Зуткулей, и Тигил Гамбоев, Цаганов. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов Беликто Батумункуев, Цаганоль, Юрий Грохлецов, Амитхашев. Приготовиться борцам Максиму Судакову, Бурятия, Алексею Евдокимову, Иркутская область. Приготовиться Элдор Асадова, Красноярский край, Арик Жаков, Зугала. До 86 килограммов. 1/4 финала. В красном трико борется представитель команды села Цаганоль Беликто Батумункуев. Спортсмену 17 лет. Тренируется на тренировке Центрального Намсараева и Валерия Саркуева. Синим трико его соперник Юрий Грохлецов. Тренируется у тренеров Полуна Фаисхаланова, Жамхаланова Скопилова, кандидат в мастера спорта. На ковре А борец в красном трико Сергей Бароев. Борцу 20 лет, представляет команду села Зуткулей. Тренером является Гунбур Дугаров. Кандидат в мастера спорта, чемпион и призер Забайкальского края. Синим трико Тигил Гамбоев. Борцу 30 лет, представляет команду села Цаганов. Тренером является директор Жирном Сараев Валерий Садмуров. Кандидат в мастера спорта, чемпион Забайкальского края. На ковре Б схватку на душе выиграл Юрий Грохлецов, Амитхашев. На ковер Б приглашаются борцы Максим Судаков На ковре А и Евдокимов Алексей. На ковре А победу одержал Тигил Гамбоев, Цаганов. На ковер А приглашается Элмур Асадов, Красноярский край, Арик Жаков, Зугала. Приготовиться Ачиру Даржиеву, Республика Бурятия, Тумену Вадимову, Республика Бурятия.
российский лигагеп деген так лигагеп институт старик все поставили теге окумай лиц думают думают аныс қойды жаңа баяғы кірін лодың курсы На ковре в красном трико борется представитель команды села Бульдурга, мастер спорта России Максим Судаков. Спортсмену 20 лет, тренируется под руководством тренеров Аюши Давнеджапова и Монка Жаргалова. Его соперник в синем трико Алексей Евдокимов, представитель команды Иркутской области. Спортсмену 19 лет, его тренером является Руслан Барашун, кандидат в мастера спорта. Борцу 38 лет, представляет команду спортивного клуба «Зугалай». Мастер спорта, чемпион турнира «Базарный Чино» 2021 года, бронзовый призер чемпионата России по ветеранам в городе Махачкала 2022 года. Тренером является Федор Николаевич Махутов. Чисто техническую победу одержал Максим Судаков. На ковер приглашается Ачир Дажи, Республика Бурятия, Тубен Вадиев, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы Арсалан Бальжинимаев, Бурятия, Бальжинима Тумуров, Судунтуль. Приготовиться борцам Томар Бадр Демчикдош, Монголия, Рикзенову Арсалан Цагану.
Будула, Арсалан Бальжинимаев, спортсмен 18 лет, тренируется под руководством тренера Буянто Дуганова и Батара Базарова. Является чемпионом первенства Дальневосточного федерального округа. Поправка на ковре Б. Схватку выигрывает. Схватку выигрывает Бальжинима Тумуров Садунтуй. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. 1/4 финала. Мункацерен Баракшонов Цагалон, Алдан Давлаков Челотай. Приготовятся борца Дашинима Церендаржиеву Зуткуле, Николаю Берельтуеву, Республика Бурятия. На ковре А в красном трико Хачир Держи представляет команду Республики Бурятия, борцу 25 лет, мастер спорта России, тренерами является Заректов Меньшиков, Владимир Церенов, призер первенства Дальневосточного федерального округа, чемпион Республики Бурятия. Синим триком Тумен Бадиев, борцу 20 лет, представляет команду Республики Бурятия. Тренерами является Ниман Нимаев, Батман Базаров. Мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа, серебряный призер спартакиады России в городе Грозный, победитель международного турнира на призы Буэнос-Айреса и Киева Тумен Бадиев.
На ковер приглашаются борцы Дашинима Цирендержи в Суткуле, Николай Березгуев, Бурятия. Приготовиться Максиму Толмачеву, Красноярский край, и Юрию Иванову, Иркутская область. На ковре А победу одержал Тумен Бадиев, Республика Бурятия. Приглашается на ковер А Демчик-Дорж Томор-Бадер, Монголия, Арсалан Рыкзынов, Республика Бурятия, Цаганов. Приготовиться борцам весовой категории до 92 килограммов. Бато Доржиеву, Барас Базарову.
ковре А победу одержал Демчик Дорж-Томар-Батыр, Монголия. Весовая категория 92 килограмма. Приглашается на ковер А Батух Дажиев, Хамидхаша, Барас Базаров, Чебутай. На ковре Б схватку выиграл Дашинимат Дажиев, Зубкулей. На ковер Б приглашаются борцы Максим Толмачев, Красноярский край, Юрий Иванов, Иркутская область. Приготовиться борцам Илья Жибалову, Республика Бурятия, Цырену Цинышитову, Забайкальский край. Да, енді жақсы деген мен бай хороший. Үндігінің әндерін оқыдым біле, нәйе ұшқаны. Выиграл Барас Базаров, Чебутай. На ковер А приглашается Салбов Дашинимаев, Домой, Аюр Немаев, Республика Бурятия. Приготовиться Намсараев Имет, Цыганов, Ванилов, Гацанову, Чултай. На ковре Б борцы весовой категории до 97 килограммов, 1/4 финала. В красном трико борется Максим Долмачев, мастер спорта России, представитель команды Красноярского края. Максим является бронзовым призером чемпионата России до 23 лет, бронзовым призером международного турнира на призы памяти Коркина и чемпионом чемпионата Дальневосточного федерального округа 23 года. Мастер спорта России Максим Толмачев. Его соперник, представитель команды Иркутской области Юрий Иванов, мастер спорта России. Спортсмену 23 года.
Приготовиться Батов Даржиев, Цагатон, Давдину, Бадмажакову, Республика Бурятия, Ушаков. На ковре бы схватку выиграл Юрий Иванов, Иркутская область. На ковер бы приглашаются борцы Илья Жевалов, Республика Бурятия, Цирен Цинжиков, Забайкальский край. На ковре А борец в красном трико Нима Намсараев представляет команду Силан Загород. Борцу 36 лет. Тренером является Валерий Сабоев, Цирендержи Намсараев. Кандидат в мастера спорта, чемпион Забайкальского края. Сидя в трико Баир Гавсанов. Борцу 32 года. Представляет команду Симона Чулутая. Тренером является заслуженный тренер России Батов Батмаевич Базаров. Кандидат в мастера спорта, призер Забайкальского края и Республики Бурятия. На ковре бы схватку выиграл Илья Жевалов, Республика Бурятия.
приглашается Бату Даржи, Цагату, Дамдин, Батмашапов, Ушабай. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. 1/4 финала. Константин Ермолаев, Республика Бурятия. Борис Баршуев, Республика Бурятия. Приготовятся борцам Жаргалу Дамкинову, Забайкальский край, Алдару Большинемаеву, Республика Бурятия. Жаргал Дамкинов и Алдар Большинемаев. Приготовиться борцам Эрдему Барашонову и Седен Кежик, Республика Тыва. Представляет команду села Мхаша. Тренерами является Жапхалан Цепилов, Болот Бояскаланов, Батон Базаров. Кандидат в мастера спорта, призер и чемпион Забайкальского края, призер Дальневосточного федерального округа среди юношей до 21 года. Борец в синем трико Дамдин Бадмашапов. Борцу 21 год. Представляет команду села Ушакбай. Тренером является Жаргал Жалсанов Кирилл Богдаев. Кандидат в мастера спорта. Чемпион всероссийских соревнований. Чемпион и призер Забайкальского края. Многобревые борцы весовой категории до 61 килограмма, 1/4 финала. В красном трико борется Жаргал Дамгинов, представитель команды села Буна и Забайкальский край. В синем трико его соперник Алдар Большинемаев представляет команду Республики Бурятия. Оба борца являются мастерами спорта международного класса России.
Приготовиться борцам весовой категории до 65 килограммов 1/4 финала Цевен Суренцов Квадрат, Монголия, Александру Авелову, Республика Саха-Якутия. Ушарбай. Весовой категории до 65 килограммов 1/4 финала приглашается Цок Бадра Цевен Сурен, Монголия, Александр Авелов, Республика Саха-Якутия. Приготовиться Жаргалову Дворжакову, Топче, Берденевичу, Шижербату, Монголия. На ковре А смена судейской бригады.
Далаев. Просим подойти. Многобрюхую схватку выиграл Жаргал Дамдинов. Волод Тумутович, Батыр Даржевич, подойдите, пожалуйста, к судейскому столику. На ковер бой приглашаются борцы Эрдем Баракшонов, Бурятия, Саден Кежик, Республика Тыва. Приготовиться борцам Баиру Шукуркову, Делустан Федотову. Представитель команды Саган Оль. Эрдем Баракшонов, спортсмен 20 лет. Тренируется под руководством тренера Алдара Бальжанимаева и Целина Баяра, кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем трико Саден Кежик. Представляет команду Республики Тыва. Тренируется под руководством тренеров Денгак и Мартуй Ао. Спортсмену 22 года, в активе спортсмена первое место в чемпионате Специфического федерального округа, третье место в первенстве России среди юношей. Победитель чемпионата России среди студентов. Саден Кежик. Победу одержал Цок Бадрак Цеганцу, Монголия. Приглашается Жаргал Бугаржапов, Товче, Эрдене Шижербаков, Монголия. Приготовится Гергенова Елена, Астанаева Романова.
Топчин. Тренером является Бадр Аратнаев, кандидат в мастера спорта, призер и чемпион Забайкальского края. На ковре схватку выиграл Саден Кежик, Республика Тыва. На ковер приглашается Баир Шукуртуев, Подала, Дилустан, Федотов, Якутия.
Хакасия. Приготовиться Николаю Николаеву, Иркутская область, Булатову Эсхалу, Республика Бурятия. На ковре в боях после данной схватки приготовится борцам весовой категории до 70 килограммов. Лева Гергенов, Челудай, Дмитрий Куприянов, Бурятия. Красном трибу Юлиан Гергенов, мастер спорта международного класса. Борцу 30 лет, представляет команду Иркутской области. Тренером является Руслан Барабашов. На ковре бой схватку выиграл Делустан Федотов, Сахар, Якутия. Чемпионат ТФО. 23 шагов уже план. Синим триком Роман Астанаев. Спортсмену 21 год, представляет команду Республики Хакасия, кандидат в мастера спорта, чемпион Республики Хакасия. На ковре карте весовой категории до 70 килограммов. 1/4 финала. В красном трико борется представитель команды села Челудай Лева Гергенов. Спортсмену 19 лет, тренируется под руководством тренера Батмаева, является кандидатом в мастера спорта. Его соперник Дмитрий Куприянов, представитель команды Республики Бурятия. Спортсмену 18 лет. Также является кандидатом в мастера спорта.
Табло. Вызывай ты. Схватку выиграл Юлиан Гергенов, Иркутская область. Приглашается Николай Николаев, Иркутская область, Булат Борисович, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории до 57 килограммов Буинто Дашейко, Дожденей Ранданову. Схватку выиграл Булат Борисович, Республика Бурятия. На ковре А схватку выиграл Дмитрий Куприянов, Республика Бурятия. На ковер приглашается Александр Федосеев, Иркутская область. Эзир Тюлюш, Республика Тыва. Приготовиться борцам Булату Батуеву, Сергею Якимову.
Александр Федосеев, спортсмен 20 лет, кандидат в мастера спорта, тренируется под руководством тренера Руслана Барашова. Его соперник с синим трико, чемпион Сибирского федерального округа, бронзовый призер Гран-при Иван Ярыгин, бронзовый призер чемпионата школы высшего спортивного мастерства, мастер спорта России Тильдуш Эзир, Республика Тыва. Алло. Kalian bukan satu contoh yang lebih berapa kita harus diingat ini juga ya.
На ковре мы схватку выиграл Тюлюш Изир, Республика 2. На ковер приглашаются борцы Булат Батуев, Челудай, Сергей Якимов, Иркутская область. На ковре А в красном трико Буито Держи. Борцу 18 лет, представляет команду Ислама Хаша. Тренером является Жамхан Цампилов. Кандидат в мастера спорта, бронзовый призер турнира Базара Чино, многократный чемпион Забайкальского края. Бронзовый призер Республики Бурятия. В синем трико Дандар Богданин. Борцу 17 лет, представляет команду «Сила Цыганоль». Тренером является Нима Наксараев, Валерий Садбоев, кандидат в мастера спорта. На ковре Б весовая категория до 70 килограмм, 1/4 финала. В красном трико борется победитель международного турнира на призы памяти Коркина, победитель международного турнира Митяшвили, бронзовый призер Гран-при Иван Ярыгин, бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта России Булат Батуев, Челудай. Его соперник в синем трико Сергей Якимов, спортсмен 18 лет, является кандидатом в мастера спорта, представляет команду Иркутской области. Тренируется под руководством тренера Руслана Баракшонова. Ашиин Любомир, Республика Саха, Якутия. Приготовиться Самхайбу Мудажа, Агахангин, Демчал, Батумкуеву, Агахангин.
Республика Бурятия. После данной встречи приготовиться борцам весовой категории до 74 килограммов. Полуфинальные встречи. Казырык Саид, Республика Бурятия, Тыва, Зандар, Кудай, Сугалай. Мастер спорта России Игорь Укоев, представитель команды Республики Бурятия, спортсмен 20 лет, тренируется под руководством тренеров Виктора Баймиева и Валерия Иванова. Его соперник синим триком также является представителем команды Республики Бурятия Бабасан Подкаменев, кандидат в мастера спорта. Его тренерами являются Батар Базар и Маир Лукуев. Еще балл, предупреждение. На ковре весовой категории до 57 килограммов встречу выиграл Любомир Ашей Сахари Кутиен. Таким образом, он выходит в полуфинал весовой категории до 57 килограммов. На ковер приглашается Ходожев Замбуев Агахангел, Евченко Батурукуев Агахангел. Подготовится Маир Шактуров, Азер Батаболотов. Хуюла где побудут. Встречу за явным преимуществом выигрывает Евченко Батурукуев Агахангел. На ковер приглашается Маир Шайтуров, Республика Бурятия, Азер Батаболотов, Зугабай. весовой категории до 57 килограммов. В красном трико представитель команды
мероприятия боевых шатуров. Имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта, спортсмену 19 лет. Его соперник, борец Сергей Трико, представитель команды села Зугалай, мастер спорта России Базар Бакумолотов. На ковре схватку выиграл Игорь Ухоев, Республика Бурятия. Надо брать, надо, Базар. Время есть, под тебя. На КВБ 30 весовая категория 74 килограмма. Казахстан, Республика Тыва, Молодая Зандам, Загурай. Приготовиться Сергей Мурин, Бурятия, Подужапов Дмитрий, Иркутская область. 1/2 финал. Красный трико борется представитель Республики Тывы Казрыс Саин Чичен Олович. 1998 года рождения, 84 лет. Является мастером спорта международного класса. Чемпион первенства России 2018 года. Чемпион первенства мира 2018 года в Словакии. Победитель турнира СУСМ. Первое место на чемпионате России среди студентов. Казарик Саян, Республика Тыва. Синий трико Ганнам Дудай, представитель села Загулай. Ему 28 лет. Является мастером спорта. Неоднократный призер и чемпион Казахстанского края.
Победа Казарек Республики ТВ. Завершается территориальная военная республика Бурятия, Будужапов, Дмитрий, Иркутская область. Казарек Саян вышел в финал. На ковре Б, вторая полуфинальная схватка. Красный трико, территориальный воен Республика Бурятия. Средним Будужапов Дмитрий, Иркутская область. Территориальный воен является мастером спорта, призер чемпионата дальневосточного федерального округа. Будужапов Дмитрий, Иркутская область. Мастер спорта. Там железно 2,2. Там 2,2 железно. Поехали. Что вы хотите? Там все чисто, 2 раза по 2 балла. Уважаемые любители спорта, с каждым кругом напряжение схваток возрастает, поэтому мы чаще прибегаем к повтору. Вот здесь 2 балла, уже 2. Вот 2. Еще 2. Здесь Еще 2 балла. Все, убежал. И здесь вместе убежал даже. Бал красный. Четвертая финала. Подготовиться Сухтер Самбоев, Ахмед Талдиев. На ковре после этой своей категории приготовили
На ковре А член судейской бригады. Член судейской бригады. Дима, сам начни. Давай, Дима. Долгов Богданович Селенов. Ага, просьба. Еще, Дима. На ковре А спортсмен весовой категории до 125 килограммов. В красном трико представитель команды села Домой Булат Лежапов, кандидат мастера спорта. В синем трико представитель команды села Судунтой Чингис Алжимаев. Для выхода на ковер подготовится Софья Сухоев, Ахмед Ильгиев. Победа одержал Удажапов Дмитрий, Иркутская область. Приглашается на КВП весовая категория 86 килограммов. 1-2 финала. Шатаву Буинто, Республика Бурятия, Рогольцов Юрий, Арташа. Приготовится Соколов Максим, предлагает Тумуру Башкимаса Анатолий. На ковре бы красный трико Шатаву Буинто, Республика Бурятия, Рогольцов Юрий, Славик Хаша. Шатаву Буинто является мастером спорта, ему 21 год, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Рогольцов Юрий является кандидатом в мастера спорта, ему 20 лет. Тренер Байскланов, Цепилов.
Це команду був. Руки меняй, руки меняй. Внимательно. 5 секунд. На ковре бы подготовиться к выходу на ковер Максиму Судакову, Владимиру Тупонову. Уважаемые участники, руководители команд, зрители, в программе завтрашнего дня, то есть 24 февраля, изменения. Соревнования начнутся в 10 часов. Руки меняй, меняй руки. Чингис Алжимаев с Дубтой. Таким образом он выходит в полуфинал, а его соперник определится во встрече между Солтом Сакоевым и Ахмедом Талдиевым. Солтан Сакоев, Ахмед Талдиев. Весовая категория до 125 килограммов. Меня, Паша. Ой, шатнапка.
тренируется под руководством Нандинджапова Аюша Головича и Жигалова Мукова Юрьевича. Мастер спорта России, призер Дальневосточного федерального округа, призер Всероссийского турнира памяти Азара Ничина. В синем трико борется Бальджинима Тумуров, Судунтуй. Ему 31 год. Мастер спорта России. Победитель и призер Забайкальского края Республики Бурятия. Тренируется под руководством Дагбаева Нармана Жабхалановича. Вторая полуфинальная пара в весовой категории 86 килограммов. После данного поединка приготовится Мария весовой категории 79 килограммов. Полуфинал. В бомбое впереди Цагамен Жапов На ковре Б после данного поединка 79 килограммов. Приглашается в бомбое вытягил Жапов Арик. Алексей, Тамбов.
посмотрим. Удачи. Победа. Весовая категория до 125 килограммов. Ребята, волонтеры, на повтор, слушайте, пожалуйста, подойдите. Волонтеры, ребята. Ребята, волонтеры, на повтор. На ковре борцы весовой категории до 125 килограммов, 1/4 финала. В красном трико представитель команды Иркутской области, кандидат в мастера спорта Шантар Картинев. Следующий трико представитель команды Саразу Джапов, мастер спорта России. Победу одержал Максим Судаков и вышел в финал. Весовая категория 79 килограммов. Первая полуфинальная пара. Приглашаются Гомбоев Этигил Цоконоль, Жапов Али Зугалай. Приготовиться Бодиеву Тумен Бурятия, Тамраватор Бимчундорж Монголия.
На ковре, по окончании данной встречи подготовиться для выхода на ковер, подготовиться борцам весовой категории до 92 килограммов. Борис Базаров, Аюб Немаев. А для выхода на ковер нам подготовится Валентин Шишиков, Андрей Аронов. После них Борис Базаров, Аюб Немаев. Продолжается поединок весовой категории 79 килограммов. Первая полуфинальная пара. Красный трико. Призер всероссийского турнира по МТБ заключена. Этигил Домбоев Цариной. Тренируется под руководством Намсарая Сандержа Пацаневича, Садбоева Валерия Юрьевича. Борец синим трико, представитель команды спортивного клуба «Забалай», мастер спорта Али Жапов. Иркутская область. Таким образом, он уходит в полуфинал в весовой категории до 125 килограммов. На ковер приглашается Валентин Шишиков, Агафангил, Андрей Аронов, Саха-Якутия. На ковре победу одержал Артем Шапов. Приглашается вторая полуфинальная пара. Владимир Тумен, Республика Бурятия, Томар-Батыр Джинчик-Тош, Республика Монголия. Приготовиться весовой категории 97 килограммов. Дандаков Алтар Чаутай, Целитнаши Дашнима Зургули. Называйте ковер.
Водеев Тумен, Тамур Батыр, Дымчик Тош. Табло. Номно ясно. Браво. Себе тут там что? Тамур Батыр, Дымчик Тош, Монголия. Всероссийского турнира в памяти героя Советского Союза Базара Ильича, чемпион Республики Бурятия, призер молодежных первенств России Тумен Водеев, мастер спорта России. Его соперник Синим Трико, наш гость из Республики Монголия, мастер спорта международного класса Тамур Батыр Дымчик Тош. В красном трико трехкратный бронзовый призер чемпионата России, победитель международного турнира Гран-при Иван Ярыгин, мастер спорта международного класса Балдын Цежиков. Синий трико мастер спорта, наш гость из Республики Саха-Якутия Андрей Абрамов.
Только что на ковре А, Б секундирует знаменитый борец, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, чемпион универсиады, призер чемпионатов Азии, пятый призер Олимпийских игр Рио-де-Жанейро Анзелин Мандашмаров, Болгария. На ковре А встречу выиграл борец красного далеко, мастер спорта российского класса Балдан Цеджепов Акахандев. На ковре А приглашается первая полуфинальная пара весовой категории до 92 килограммов. Барас Базаров, Аюб Немаев. Подготовится Диман Мусаев, Тамгин Ахмажапов. Его соперник, наш гость из Республики Бурятия и кандидат в мастера спорта Аюб Немаев. Дорогие друзья, на ковре А обратите внимание Синим Далеко, внук нашего легендарного, 10-кратного чемпиона базарного Чернобаева Шаповича, сын мастера спорта международного класса Немаева, Аюб Немаев. Республика Бурятия и вышел в финал. Приглашается 97 килограммов первой полуфинальной пары. Дондоков Алдар Чавутай, Зирендержиев Нашанима Зудулей. Приготовиться Иванову Юрия, Иркутская область, Жиболову Илье, Республика Бурятия.
Итак, 97 килограммов, ПРБ. Началась первая полуфинальная пара. Борец красный трико. Представитель команды Сила Чебутай, мастер спорта России, чемпион всероссийского турнира памяти Герой Советского Союза Базара Величина Алдыр Долматов. В синем трико представитель команды Сила Захулей, чемпион всероссийского турнира памяти Базара Величина, мастер спорта Дашима Церендашиев.
находится в борцах весовой категории до 65 килограммов. Швецию в 40 Монголия, Жанна Буладжапов, Иркутская область, Толчин. Началась схватка второй полуфинальной пары. В красном трико Юрий Иванов. Ему 23 года. Призер первенства России среди юниоров. Мастер спорта России. Тренируется под руководством Хаптагаева Александра Ебатовича, Ворошенова Руслана Аполлоновича. Юрий Иванов, Иркутская область. Борец в синем трико. Илья Жибалов. Ему 18 лет. Тренируется под руководством Базарова Батыра Матвеевича. Бронзовый призер первенства России среди юниоров до 18 лет. Бронзовый призер первенства России среди юниоров до 21 года. Бронзовый призер первенства Европы до 18 лет. Бронзовый призер первенства мира среди юношей до 18 лет. Мастер спорта Илья Жибалов, Бурятия.
килограммов. Севенцев Мадыров Монголии, Жан-Пол Тухашапов. Подготовиться Юлиану Гагенову, Булату Свайслову. На ковре Б победу одержал Юрий Иванов, Иркутская область, и вышел в финал. На ковре А смена судейской бригады. Так приглашается первая полуфинальная пара весовой категории до 61 килограмма. Борис Большуев, Бурятия, Жан-Пол Дамтенов, Румыния. Приготовится Кижик Седен, Республика Тыва, Дилустану Федотову, Республика Саха-Якутия.
Для выхода на ковер А подготовится пацан весовой категории до 65 килограммов и Юлиан Гергенов до матов байскетболов. Продолжается поединок первой полуфинальной пары весовой категории 61 килограмм. В красном трико Борис Большуев, ему 20 лет, представляет команду Республики Бурятия, тренируется под руководством Нима Немаева, Батла Басарова, Багира Ильина, призер первенства Сибирского федерального округа, чемпион Республики Бурятия. Его соперник в синем трико, представитель команды села Гулей, бронзовый призер чемпионата России, бронзовый призер международного турнира Гран-при Иван Горынин, победитель Гран-при Дмитрий Коркин, мастер спорта России международного класса Жарлан Дандинов. На ковре чисто-техническую победу одержал Субвенцию Сопатров Монголия и вышел на финал весовой категории до 65 килограммов. На ковер приглашается Юлиан Гергенов, Иркутская область, Булат Файсулонов, Республика Бурятия. Для выхода на ковер подготовится Куритова, Таржиев, Губамир, Ашейгин, Емченко Потапукуев, Базар Потаполотов. Весовая категория до 57 килограммов. Да. Поединок второй полуфинальной пары. В красном трико профессиональный мастер спорта России международного класса, бронзовый призер чемпионата России Юлиан Гергенов, Иркутская область. Его соперник в синем трико наш гость из Республики Бурятия, победитель всероссийского турнира Базар Динчино, чемпион Республики Бурятия, других всероссийских и региональных турниров, мастер спорта России Булат Файсулонов. Там прыгнул. Вторая полуфинальная пара приглашается Седель Кежик, Республика Тыва, Федотов Дюрустан, Республика Саха, Якутия. Приготовиться весовой категории до 70 килограммов. Куприянова
Экзит, Республика Тыва. Стоять, стоять, стоять. На ковре бы вторая полуфинальный парад, вес 61 килограмм. В красном трико представитель команды Республики Тыва Светлана Кежик. Ему 22 года, тренируется под руководством тренеров Донгак Муртуйпол. Является победителем первенства Сибирского федерального округа, призером первенства России среди юношей, победителем первенства России среди студентов. Светлана Кежик, его соперник сидит далеко. Наш гость из республики Саха-Якутия Дилустан Федотов. Ему 24 года. Мастер спорта России, призер первенства Дальневосточного федерального округа Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством тренера Захарова Кирилла Николаевича. Ладно, две ноги пройди. Включите первый ковер. Оксана, а что хотят? Последние 10-2 баллы. Да, уже все, оставляй. Красный вышел, сразу хотел. Потом 30 баллов. Все? 5. Все. На ковре встречу попал выиграл Илья Гергенов, Иркутская область. Таким образом, он выходит в финал весовой категории до 65 килограммов. На ковер приглашается первая полуфинальная пара.
Якутия. Приготовиться Зинчик Батабулкуев, Масад Батабулкуев. На говне первая полуфинальная пара весовой категории до 57 килограммов. В красном трико представитель команды Вячеслав Фишер, кандидат в мастера спорта Виктор Данжиев. Тренируется под руководством тренера Хамана Цепелова, является бронзовым призером Всероссийского турнира «Мозаика Чемпион», многократный призер Республики Бурятия. Его соперник, борец Сенин Далеко, представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта Любомир Ашевин. Тренируется под руководством тренера Кирилла Захарова, является бронзовым призером чемпионата Дальневосточного федерального округа 2023 года. Любомир Ашевин. Главный судья. Два красных, два синих.
Эзин Тулюш, Республика Тыва. На коне навстречу выиграл Владимир Шейн, Республика Саха-Якутия. Таким образом, он вышел в финал весовой категории до 57 килограммов. А его соперник определится в следующей встрече, где встречается Динчик Батабукуев, Базар Батубалков, Ага Хальгин, Зугалай. На ковре будет приготовиться Булату Батуеву и Игорю Ухоеву. На ковре Б представители своей категории до 70 килограммов. Первая полуфинальная пара. В красном трико представитель команды Республики Бурятия Дмитрий Куприянов. Ему 18 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Бурятия, тренируется под руководством тренера Цыгыкова Эдуарда Батункуевича. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Тыва, мастер спорта России Эзин Тулюш. Ему 26 лет, тренируется под руководством тренера Бортуева Мингея Владимировича. Призер чемпионата Сибирского федерального округа, бронзовый призер Гран-при Иван Горынин. Тулюш Эзин Тыва. На ковре красным трико представитель команды села Агрогил, спортсмены 29 лет, тренируются под руководством тренера Байслана Матмаева Грена Цукабеева. В активе этого спортсмена 2 золотых медали чемпионата Белоруссии, серебряная медаль чемпионата Белоруссии, бронзовая медаль чемпионата Белоруссии, серебряная медаль международного турнира в Турции, бронзовая медаль международного турнира памяти Коркина, бронзовая медаль турнира Медведя в Минске, золотая медаль международного турнира в Македонии, бронзовая медаль действия Европы, бронзовая медаль турнира в Иране и международного турнира в Киеве. Мастер спорта международного класса Динчик Батабукуев Агахальгин. Его соперник представитель команды села Зугалай, мастер спорта России Батабалков. Спортсмены 24 года, тренируются под руководством тренеров Батова Батуева, Валерия Иванова. Двукратный чемпион всероссийского турнира Назар Батабалков.
Для выхода на ковер подготовиться полуфиналистам весовой категории до 125 килограммов. Техническую победу одержал Пинченко, потом будет Агаферген. Итак, на ковре первая полуфинальная партия весовой категории до 125 килограммов. Чингис Молжимаев, Сокосопоев, Цыганов. Подготовиться Шота Киев, Молдавин Чужиков. Леня, включи, пожалуйста, первый ковер. Еще один балл. Еще один балл синий. Не останавливайся. Победу одержал Эзин Тюрюш, Республика Кава, и вышел в финал. Вторая полуфинальная пара. Приглашается Булат Батоев, Чалутай, Игорь Увхоев, Бурятия. Представитель команды села Сугунтуй Чингис Молжимаев. В активе Чингиса серебряная медаль первенства России среди юношей до 18 лет 2022 года. Его соперник кандидат мастера спорта Сапоев, представитель команды села Цыганов. Для выхода на ковер подготовится Шата Картеев, Молдавин Цыжиков. На ковре Б началась вторая полуфинальная схватка. В красном трико представители команды села Чалутай. Победители международного турнира Гран-при Дмитрий Горкин. Победитель всероссийского турнира Дмитрий Индяшвили. Двукратный призер первенства России среди юниоров. Бронзовый призер первенства Европы среди юниоров. Бронзовый призер чемпионата России. Воспитанник Базарова Батона-Матовича, Базарова Батона-Матовича, Базарова Батора Батовича. Батоев, Чалутай.
России, чемпион Республики Бурятия, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, бронзовый призер турнира Дмитрий Федишвили, воспитанник тренеров Константина Хангалова, Виктора Ваймеева, Валерия Иванова, Игорь Ухоев. Встречу попал, выиграл Чингис Малжимаев. Таким образом, он выходит в финал весовой категории до 125 килограммов. Чингис Малжимаев и Суртой. На ковер приглашается Шалдар Киев, Иркутская область, Балдын Цыжипов, Агафангир. Уважаемые участники, дорогие любители вольной борьбы, напоминаем, завтра соревнования начнутся в 10:00.
мастер спорта Шатар Картиев. Спортсмен на 21 год, тренируется под руководством тренера Руслана Барашонова. Является многократным победителем чемпионата Иркутской области. Итак, вторым финалистом весовой категории до 70 килограммов становится представитель команды Сергей Челтай Булава Орлаев. Спортсмен 32 года. Спортсмену 32 года, тренируется под руководством тренеров. Первые тренеры Анатолий Жундуров и Владислав Батмаев. Тренируется под руководством тренера Кирилла Владимировича Болгаева. В активе этого спортсмена бронзовая медаль чемпионата России 2022 года, бронзовая медаль чемпионата Европы, серебряная медаль первенства сношения, многократный победитель данного турнира, мастер спорта России международного класса Балцин Шишипов. Дорогие друзья, напоминаем, завтра изменения в программе. Ранее планировалось начало на 9 часов, начало соревнования в 10 часов. Мы вас всех ждем, чтобы вы поддержали наших спортсменов. Уважаемые любители спорта, завтра, то есть 24 февраля, нас ждут утешительные встречи во всех весовых категориях, а также бронзовые и золотые финалы. Кроме того, будет разыграно абсолютное первенство по бурятской борьбе Бухар-Байда. 징기스나 불어 그거. 삼 먹어야 돼.
утешительные и финальные встречи, а также абсолютное первенство по гулянской борьбе бухого льда.